كي برو دو على يوي اد مش دو على ويس كزيك نيك ببالا بوش تاع از يوقع داخ كان دولوي تك موكشلش قالوا درخوي تاع ملخ شون ناخ تيشا ملخ هو تناخ ميتشر دالا تيش موديانا تاع تيشر وديانا تاع غدار يساتوش ملخ شون ناخ هور تيشر تاق درب نشليلوش بوي قديش بوي بوش اتحت ولوش بلني تشتغل تر إناخ بيلر تاق تارخ تيش تاق تيش شنا شو غير سون درب خل بوش Пошел, зарегистрировал. تاق ساتي سريع ترى короче и دك درب شادك أص أود عدير زيوا يوخ إي تانتر شيخ كي قيدي موخا وغوق تعنقا وغوك حوزة حوسنا بيحكوا психиатр. Хусяннер лиела цахуш, ну цахуш богуду микрофон титан халлес тылла цан дерсо. Дистыл шо, пентер дол юкор. موخا دق مالها أطم شخيطة خيطنا أنت ويس زوق واغيا دعمو قشواس تق يهودو تيش ده انت اس لوشول تق چولش تنزوق لاغيا دايول تنزابي سوق قشواس عني تسويش Общий звук даю, говорю, Мурат, общий цаешь, именно стегирин даю. общий тун никте бег табой зук лагияш тетуш юктига. И лагияш as юктетич дайол чуа масса на цаиш. Как китайский телефон, да, я настоящий нагид. Китайский, я царан. Сборка в Китае. Меньше телефон. Да, там тем билгал إذا ما جينش تقال كيدوش. دوت جبردك ديش استوى شون دهتون سيالغنا ديتريز просто цатиеш диез هم دوي но и дат бо утвердить да цаны бакоят потому что то что я сам своими глазами видел дат бехчи аситело утвердил дат. Но я не говорю, что и Жинду, и Сунца, может, кто-то придумал это имя, или, может, кто-то внес это в религию. Я не знаю, цунавдексу, но сейн гиндолом дуи, и сун мехт ни хияти багаца уж 100% сей хиятам чуаволш. Здоровый волш. سيغ ديكا يولش سيشين بارغن جيندولوم دوي قيتشو любойчо и дат бяхчи. Для меня это смешно. Қиет яцон дейла. Я в это не верю, эл, диеза. И этого нету, эл, бакояца. Сон дейл, и таган асисер хагири. Кино шуй окар йохшил, даже в последнее время йохшил кино шуа. Даже и голливудский кино шуа. إذا دائما شيء الحق ويصير ناخ يشور إزغني دوشي شيء بوش دو شيء ونلياول شوية اللي يريب إذا دوش гоич ماذا تتصيرت كينو شو يومش любом случае из хома дочь حقيقة ليلوش ماذا на миллиарды людей сказки не будут они показывать и что мшли что-то есть в дуне чего ху адалавый адман цагуш ху идок дуне чего это кажется друг политическая сторона есть я чувствую что но ла религиозный отцова экзерсис тола даудух ладу нет это не политика не религия тут ни при чем и это сюда политики религию кадаться Асфедамаба может кто-то для своей выгоды, может внес это в политику или в религию, я не знаю. Шец эрштехкин, иш трилла, иш долш, иш бош. Может кто-то это туюк эдагайтин хилмеги. Қиетя, чтобы шейқи да управлять, да атхилит, наверное. Но что-то есть, қиетя.
Дунян чуа, воин цагуш ца долчух терду яла. И воин просто ца редко из тысячи таганюка цантаган гучух терду и гум. Хиетё, дунян чуа, случайно. Но ишца постоянно воин гуш йоч, воин ту слуш доч, ца долчух терду хиетаксунул дунян чуа. Потому что то, что я своими глазами видел, это стопроцентная правда, и это 100% не человек. Мурат, büyüklük masada 100% boştalar просто он насият он галлюцинация boşta он дает он сажим тергуешь и حاجة هو كدو Дадолай, معقول да, ца шудует, дейца аудалуацер, дадолайш галлюцинации, маят, шугда маялас, нохчимата, азгарчел, дадян, не пиен юк, горчел, та инту юк, дуэлин дол шиш, يحقيت as كاريدور شو كوج باقش as كوج راسي as كاريدور شو وابلشة سكوج ثاني تأخر تدلي يوادلش نتوح الشيش هو تابلك الدايس قية شو ليه توادلش شو إيه يوش يوق زال ماي ات يواخوات ديش أجر دق شي سكوند 5 تجاه راسي as كاريدور شو يا ولا ثان لقى ليه شو لقى كاريدور شو تخصو اغور وبشي يلا شدات تخليل شدات وخشور كاريدور شور والشي سرازو пол метра на улицу выходить для шолони аю дол тхотик чу до тхот здание чу остальное дальше так чучуа вообще цаво вот ёк ши здание ищи юка коридор ёлш и ши здание хуч этот коридор другое здание пустой вообще тхоксия чуашду и пустое здание ёлш агор метро от двери от неарни пьянит и адаватин дол шише метро 3-4 лака халадиан коридор чу алеш дуис со сразу вид халуга ца уйти аял os коридор чу авати уйта цана авати ца ё иши шаден чу чур хиваду атиас но цава айқсой чу чур хина хақ вала дуй يوادو اتعشو ناس باش شيش تنعرف يادو الإيرا سوي جاين كتوية سوي دين والي شو تا أروال شو أشي عائيت شيء لا مزن قيدو شو تنهم در قير شو سي خانتينو تسيا يالك شو قيل دا قوست يادو الإيرا سي عائيت وتكريدور شو ولشة آخر وادي لي تعمو صداعش لقى كريدور شو عليه شدوق شيش يالش إيشا تساتي شيرتونا И после этого не прошло 2 дня отхобюси чуа аштолш шугма багар os hamzati кабинет чуа трюга маду до тродо цада чуа ишол шуати до хацади хамзат ха ичуж хадоақи ичур арма вел дату что и все қицад садуяди чуда ишол штат и там кто-то прыгает ну и тхови чуа ашол شا автоматия титбо шолшуца азбо автоматия чэрэвэл халавэл ажа вамацаваца мелуарусет дайел бюсин юқена ашдулдон эшти карти дуцига хиллэг галицина циши тови ани хилиш маюта и его хахашул галицина зарас ви ани хилиш май сунде мабас что-то есть дала просто воин цауш жениш дуи чудоли изи вожи и сунцага и может кто-то придумал это и умштуешь дую хахуш цунах шейн пользяш само придумать den сказкни шхилмег цунадег as эрда сундель сун цадözdели но что-то есть и 100% сунхушту и нахуй аж бага босс. Я это знаю, потому что это не первый раз было.
Hain объяснить мудуайс, мухитуай, هم. Например, in Tokar Hagoit soll ich Kino schü, in Zraskisch, Jochelarim, so Wescher weiter, nur Galliwudski, Ordinen, so Autorität, Nedon. Kino Joch, Bolnera, Igoich, Dolik, Irumsdui, ich Zanar, Deutsch, Namioks, Majacicer, so Goichers. Ordinen, so Duk skrivat, der Admer, Duku Mado, спецслужб. Любой умрельчи и хум имет полный отцепитый садюадиан и худу цагойч и ху швеги يقيل واقع يقيل وإيتون زبرتي دو يوم وبشيت عني خايت إيش تودني أن شو دقوم مش مدوين تسوش но шаацум на сталкиваться дин цагылчи это человек не верит в это иду и шаадик просто дуньян чуавин гуш доч сихси гуш доч туслуш доч дела и он царет كأدمن يوم خلشوخ تردوي и так вообще давал хау психик дикят цаятон шо инженешн телевизор от кино шо хулк ишта такшин хар хилла гинаялш шлюран его визаж психологи униадина это все специально показывает и стаг и штаб психологии хирюк его дунян шо специально и хум туз дельч это скрывают Ordinyan контролируют, контролируют, бешбол, набуй, они что-то знают, но они распространили элдит, ну и дунyan чуананука, и хум буч долшо стага, и чу да эльшин, и хум гинаяшин, и хум хазая туус делашишин баргенельш. И цон шуя, он ненормальный, или ему нужно обратиться к психологу, и Адам, ну и смешно выглядит, ну и что-то скрывают в этом мире, босс. Evet. Цагаан махаан оохцэгууч, сол оохч оохчула тередуа. Хум эдмо объяснить цеделу, что он дать сразу кёрчуёшек мистики, волшебство и что он кёрчудо. Любой физический метафизики, что он еще невежда швец, цер холи кёрчудо, молни му холь цахацен, гром бо что он цахацен. Физический момент чухаш. И он объяснит, да лучше цахач обязательно зал. Сверхъестественно халди штатис. И алэч хурсохи халхит он и Десяток там болезней, галлюцинаций вызывает, ешь, цанхевчих или еще шви галлюцинации. Так, хором войнах чну как астен чек должен дать, просто поглубже шашек цахажл цанахчи. Так, и хум хахачи давал изложь оле, просто нахчичен ша харцу богу год априори лорта цахет, юха страх хила, чем вообще хавия говорит, иначе так юх вот иш ял варбан вошкет ежду и хил ваца шадек просто иначе что цателати еще штатский цабахан. Так таким образом вы полностью и психиатрия вот на отрицать ешь так полностью от экзорцизм чудищно что хвой. Так просто شيخنا شي وغويش لورن تي وغشان يشي داغل ولا نانغل لا خلا عود لو بسيخوش كويجين اردوخ بوغش اش شخصيت بوتاخ صديت مسوا اور سرازو вот нах от духом мш объяснить далуш от духом дарба далуш положение шуш а именно аюч хена мурат إتى بهمش جوش برش چو دوخ بر إش دوخ خلال سونخ بقلا شختيشة تيش عيسى بيخ مرش بر تا دربنش بر قبش بر تا هو سنخور يورتا شيش قوقا والشور كزيغا بوش ما и вот нах юх цац сказк ждать варх метр хослуш та гуя 300 километр йод ждут юя вот и хумш дар бақала нах теш воуш едуч от свой дхилч холя да даже нахан хиета нахан гуч дала полне хульш
Иштхола болш, нахан хуль шумдует. Другое дело, и хума кида политических целях, и дал. ца тиешек тумна, ну да. Не, что теш, Мурат, хохарц вуцабахас, хабак дек отрицательный шварцо. Просто ахадует, болезнь мою, а болезнь ты лучше мою. болезнь, общий массовый психоз, Мурат, массовый психоз, диахарчу, насиячу, массарна, просто кёрчуа, массери кёрчуа, джинду кёрчуа, ожидать тешол, углехин, эквак бахара, алмазду, хиду, погутра, от чудюч, а сухена кастен чуа еритем. Так, и гуч далас цаая, кёрчуа, долхум дуя, обязательно, гуч долш дуис. Солод, помшахсо, тиеш ватсо, и женщи, и адует алмаши, иш асвемалре, ويناخ ويوردش كادونا اشتبيرش تاشيخين اشوا ايتا تاشي غلق دو تشيتا يغيتا توينا اشتا شي تس بالموسو شي غلق دغيرش بوخش خل بوخش مالي وين حلخ إنسان يأتونش مثلا تون ديل شيء إشتا زاني تبوش أتبيرش تياب ليل شيء خانتاول ديلا ووشي برتا بيور مشيرش كايشت يسلوخش распространять يا شخيلة تير حول خيت يح جينا بوخي خنان جينا بوخي تهوني عدين حين يقع جور باب جينا بوخي بوخش بيرش حين خيت غلق دو أشيتا يغيتا شيخين عسوري خل شوا عيتا это понятно. Но то, что Хайшинберген, Хагиндолум, и Голицына, Бог, для меня это смешно, потому что я не дурак, я не дурак, я не больной, я не психически больной, абсолютно здоровый, молодой парень, Олхан, мою лет 19-20, жизнь, цанна уманц, Белебат, саму Долхан Ери. Я то, что я своими глазами видел, неард я дуэлин долшиш, и тут я дилерсон, из горчел, от неарни пьяни, от пьянан плотно ишца, генишун и неца, малой петлиште, малой талеткол, тиека тиек, шхулак и неца, халдата тиеш, халхата тиеш, шхулак, иштер и не, горчел, датеттин, и лет тиека тиек, датеттин, от пьяни ухе, датеттин, я, от шинни юка, я титсан дагмадохсон, из горчел, то юка, та, ант я дуэлин, шиш, пластмассовый шиш. А этот бутылка стоит от этого места метров 3-4 лака коридор, что легче мадуй. И латтерсон, я своими ушами услышал, за эти 2 секунды, ахали, лет вадульш от бетонте. И я вышел, он стоит в коридоре, лака. И галлюцинации, бошник. Там вообще, я не мадати. Цатуэрмик, мошен чу билен, кертуэрмик яс вахауан, мошен чу туэрмик билен, юхида тея ешолхом, тея со чу хасо, аз мошен чу билен бо туэрмик са чу алач барк. Az daba, leren kera, az daba, az moshen ču bilen bol tuэрmik buje, i on ja sa ču bilen ču alach bark. No, uverenosti, إذا خلصون uverenosti alur dacio huolca na balve jasa. صبر ديلا حو إلا يشوك سقية خيل سوق شوا داجي أسغوا إيش أسمت وايلين أسمت دايلين إحاين تنخلو دعوة تنبوش أسغوا إيش يو دعويليش نسام دي أيس يختانا قيتشنا دايان أيس يعني خلر دقدوش إذا دقنيس للسون خاسون سقية هو لا شادق ياجي понимаю سنتغو دوش مواتس دق لا يومش وانا اس يليش تي وانا اس يدير يهم بوش داجي ميرا هولسنا صحين خلطل هم يوقش وهر خيل ما خلير هم بوش это все понятно خيل يهمش но это случай это реальный случай психиатр тут уже бесполезно со мной спорить или мне что-то доказывать. Бесполезно, Дуис. عمدو نا نقع
Масана. Цундели именно и умж доказывать бесполезно долде цабюкса на войнах, что чунш биг биеш люренте. Именно цундели цабюкш буш мурат. Делда бук. Да хацави ачи цам шедавигна на нигда цамави на собях кеот сунхи лума дот сохул дурдоме вигин цигах люрш то холчек кош лилош усаберш. Так, санус сун таушtas герчу сахунадли кунданdik да герчу шадол и хум штат свой цатол баккала шангуштол баккала саас терсаме яуш сан курштол хум штат вот сутя бук и нах, но тем не менее вот наши проблемы. Ну все кайс салам мурат баклу шва иш вот Это объяснить Сободейш. Цаумду, это чисто медицинский умдушон, это у всех встречается, и день по несколько раз бывает. Но есть такой термин провалы в памяти, умдушон. Иногда ты что-то сделал и в ту же секунду забыл, потом смотришь, не можешь вспомнить, ты его положил туда или кто-то другой. Хульш и умш, это бывает. Да, единственный чертик. Доказать, да. Нет, Мурат, не, Мурат, твой случай может быть... медицине, ашох дуньян, мяллюл, технологии, шадолум, ашвади, шукто переубедить, валурвачун, это бесполезно. Сон он дельш, со аудалват, и умш, аж дюч долум, шхасун, хилласун, сайдаря, дука. Но это случай вы мне не докажете, да? Сонде лучше оставим это. Доказать, давай, у вас, может быть, твой случай на самом деле там необыкновенный, самый такой, незаурядный, может быть, с Богом. Я пытаюсь это объяснить. Сам ты там бинишь, вот такая тема, экзорцизм, колдовство, там, черти, джинни. Вот эта тема популярна, особенно в таких неразвитых странах, так называемых странах третьего мира. Там это на слуху у всех бывает. Вот в развитых странах вот, людям это никогда в голову не приходит, и темы такие у них не бывает. Хотя единственные черты, которые я в своей жизни встречал, они ходят рядом со мной, прямо ходячие, на двух ногах, и время от времени нагло заявляют, что они люди. Кричат, что это агином дачу, Ой, духцат эх, хумш, да, ушдитер. Отун диклорез ватсо. Соца дуракул, сан преподнести, оца уешун, да. Аж дюч долумшун, дикхашун, дикдюшун. Но то, что я своими глазами видел, и галлюцинации, и медицинши, и намек, что это уешун сун. Сюри дикюэлма сери алмеги. Ну, для меня, конечно, вера в сверхъестественное, она как бы обусловлена в первую очередь вот этой потребностью или желанием получить объяснение тому или иному явлению. И как бы мы пытаемся уместить вот это вот случившееся, так скажем, в тот багаж, который имеем, то есть отнести к определенной известной нам категории явлений, да. Вот этот известный факт в социальной психологии, что, так скажем, дефицит информации, он приводит к тому, что люди начинают додумывать. И здесь как бы включаются такие различные психические процессы. Как бы процессы эти мышления. Что туда входит? Как бы человек начинает анализировать, обобщает, делает выводы. Тут же подключается как бы воображение, и мы начинаем фантазировать, также придумывать, пытаться как-то себе каким-то образом эти версии какие-то выдвинуть. И, конечно же, память. Вот включаются такие структуры вот этого какого-то определенного опыта, с помощью которых человек ищет ответы вот на эти самые вопросы, извлекая из своего прошлого такие накопленные знания, ну и так далее. И когда все возможности объяснить что-либо исчерпаны, как бы, да, а ответа нет, то многие люди начинают приписывать как бы эти явления сверхъестественные каким-то сверхъестественным качествам. И, конечно же, вторая причина веры в сверхъестественное – это такая, знаете, ну,
тяга ко всему таинственному, такому загадочному, потому что человеку хочется всегда верить, что он прикоснулся к какой-то тайне. И порой нам в таких простых вещах хочется видеть такой некий особый знак, имея, конечно же, понятный и как бы рациональный ответ на вопрос. И мы можем там отмахнуться от него и как бы, да, объявить, что, ну, нет как бы ничего такого сверхъестественного, просто и нет никакой такой тайны. Просто это человеку очень сложно дается. И ему, конечно же, проще вот в это все поверить. Потому что мозг делится на, знаете, такие, ну, как сказать, когда есть такое интуитивное мышление, и он как бы, у мозга есть такая вещь, он как бы думает быстро, на принятие решения он отвечает, и медленно. И вот как бы как раз-таки в этом-то и есть такое противостояние. Вот, как бы это мое мнение. يهمش دوي استهم شرطهم التا مراد شرطهم التا مرад. Интихо خير дичь должен наш хоча, как бы с точки зрения там официально должен дуй адманук алия что он снит сахнага шаядак чо духчо нейса бака шилма диязар дуй из но شون سهم الله именно مراد случаи изъятели изыштатели там эту категорию цадуч суна исключение еще что то есть цацдол хум нечто исключение школ штуку дунечо да цундел и цацуте имусо лицаде шуху шатем дальшест поэтому بري короче معلش اتزم ديتشي هما داتر ازم تعقل ديالهم دات سون بروستا هقار بوخ شو نفسو قيت شو اسبا ما بوخ سونا دوق سون خيلهم شدوش نيس دي لسي داغريا سون مهتشي سون ترلوشي ايس ديندول هم ايس دينيتاوش غوي يوخ دا ويلش ايش ودغدو اسي متديرتي اسي مودينتي حاجه اس دين غلق ابوش это было сок ислу швайцо цумштя например и ома сун сайн хуш дуиз сунха из дари тардела да суни галлюцинация суни со галацавел от именно от стя со галацавел сун дикха шдуиз Оха, тем не менее, ишта медицин уешум дубо шхилчи, халаваха так отстагует 100% делцалера признать, ват нету, Бога нету, ничего нету, хилуешу из. Понимаете, вообще я не верю в эти вещи, если 100%. Поэтому так цанна умнах тиешхилуе швацы чисто шешин барган хагуш долом набем. Кица 100 это буду 100% иштхилие шуцу логойле. Но воема яйца все равно так. Если мы думаем так, что что-то есть, что-то нас создал Бог свой догойле хилчи, значит и это остальное тоже должно быть в этом мире, но мы это не видим. Но и редко стёлчух тердуки, или может миллион нюка, цантаган не слушает из. Но и тогда смешно выглядит только саму смешно выглядит я шуксо, а сон со аудалват и дивидуичу sein хиетария мотория. Ну со шунгерга смешно выглядит до. Иду осбошник. Ну и шумнению осуматься бонус. Сон сайн Мурат, хушен. извини, Овча, я уверена, ты не один такой, просто эхич находиться хочешь ашбу. Цагаетер сун, цана яхундрия чудо сун, ну, эйс дамаболы, Ну вот, я и говорю, вот смелый, ты смелый. А другие молчат.
قال даже Сон, Мурат, весот лайлаш, сон интересно. Ну, проявление смешных сон хилдуешь духовниш сайдагаря. сон интересно. Наксан хочу, что Адам далаш, у кого-то были какие-то случаи. Сон, что интересно, ду, всегда готов сказать, здесь я шокирован или признаю. Ты еще ждет, сага, что интересно, ду, наксан были эти случаи у кого-то. И вместе попытаемся объяснить Адалах. Шола Адалах, байся. Тогда позвольте мне объяснить Во, давай, кое-что. Заза. Только не Шокируй перебивайте, меня. а то мысли сбиваются. В общем, тот, кто придумал, вот кучка людей гениальных, которая придумала эти религии для манипуляции всего человечества, они всего по крупице поворовали у всех больших развитых культур. Египет, Греция, там, ну вот не буду сейчас перечислять, в общем. И все это, вот все, что они внесли в религию, даже посты, Марх-Кабр, слышали звон. Марх-Кабр – это очень полезная для организма человека процедура, которую, ну, это лечебное голодание и хушмаду там, голодание с водой, сухое голодание. Даже это они внесли в религию, но уже на свой лад. Например, у христиан там они не едят мясное, молочное там и так далее. Евреи и мусульмане одинаково мархду, ничего не кушают. Вот эти вот отрывки из вот июл, ишаюл, культурщи, ишаюл, гум, они внесли в религию, и каждая религия назвала эти, включая сверхъестественное, а оно есть сверхъестественное, ашу абийцах, оно есть, ее невозможно объяснить, так же, как мы не можем объяснить присутствие Бога. Религия назвала Бога там Аллах, Иисус, еще что-то, Яхве. И то же самое касается и неестественно, ну, это гуерги. Ванцагу, что гумду, это как вот, это невозможно объяснить, поэтому у людей споры возникают. Мы знаем, что есть воздух, мы дышим воздухом, но мы не можем его описать. Единственное, мы можем химическую формулу преподнести, а вот опиши воздух, ты его не можешь описать. Он есть, его отсутствие тебя приведет к смерти любого из нас, но он есть. То же самое и сверхъестественного. Вы же не можете отрицать, что человек бывает положительный и отрицательный. Вот у отрицательного человека дог айрж адамдой, завистливый, дог айрж, который копит в течение своей жизни, накапливает эту черную, ну так назовем ее в кавычках, черную энергию. И этот человек, вот элгум, может как-то вот повредить другому. И барик халари, как бы если у тебя сильная энергетика, потому что ты чистый, у тебя помыслы чистые, ты никому не завидуешь, ты всем желаешь добра. И вот это скопление грязной энергии, темной энергии, она порождает что-то. Мы не можем это объяснить. Как мы не можем объяснить, например, любовь. Она есть любовь к сыну, к матери, к отцу. И любовь, она же есть. Но как ты ее объяснишь? Вот как объяснить, что такое любовь? То же самое, касающееся Бога, воздуха, любви. Ее невозможно описать, но мы знаем, что она есть. Воздух есть, любовь есть, преданность есть. Ну, также то же самое касается и сверхъестественного. И гумдаманду. Вот живешь в доме, и в доме живут целыми днями, ругаются, или в этом доме кого-то убили, вот что-то скапливается, какая-то грязь, негатив, он скапливается в домах. И меня лично тоже коснулось, поэтому я Мураду абсолютно доверяю. И вот может быть в этом доме что-то происходило негативное, что мы не можем не отрицать, не признавать этого, но
Ну, что это есть, мы должны признать. Ашу адичи. Я вот жила в доме, я была тогда совсем молодая, ну вот замуж, когда вышла, и в этом доме у них, они его купили, Раскошкар, и говорили, что, а я даже тогда и не знала Ишдари. Потом только выяснила, я вот в этом доме мне бывало неуютно, холодок по спине вот так вот, стоишь, моешь посуду, например, никого нет в доме, а вот ни с того ни с сего, прям вот по позвоночнику холодок, как будто вот кто-то стоит сзади, а никого же нету, маха аудул маяц, вот как Мурат говорит, вот какое-то чутье, объяснить не могу. А потом мне уже сказали, вот сны плохие снились, вот бежать хотелось из этого дома. Потом мне сказали, что чучахца Раски, Анил Зудер, аж она там колдовала, что-то делала. И даже мне показали, потом я увидела на потолке такой замазанный участок этого гуерим, такой пробивали потолок и ел цалеш. Просто религии это себе приписали так же, как и все остальное. Они взяли в себя всю эссенцию нашей жизни, что есть в этом мире. И поэтому мы это отрицаем, вот, и джинши, вот это вот нововведение. Вот пусть будет то вот какое-то сверхъестественное, но это не джинны. Джинны, они на арабской земле. У нас какие-то чеченские, там какие-то суши, что-то такое, даже они чеченские, они благороднее, чем... Например, и Петра Ю, Иордания. Я туда ездила, в этой Петре, вот абсолютный страх, я сильно чувствительная, вот это вот здание, Халгит Эхайоч, какие-то вроде бы это были вот обломки этой Петры, вроде бы это были какие-то построения, а никакого ни начала, ни конца. Для чего эта стена была? Для чего эта лестница была? Она никуда не вела. И вот люди в Петре, бедуиншбой, они тоже такие своеобразные. У них дети знают по 5-6 языков, и они это приписывают тому, что много иностранцев, что иностранцы с ними днем и ночью занимаются. И вот они заманивают тебя в свои эти палатки. Я бегом оттуда. Мне было очень тошно. Вот не могла я в этом месте находиться. Оно было какое-то грязное, проклятое. И есть вот места, где вот, например, на дорогах, вот где постоянно происходят аварии. Как вы это объясните? Почему именно на этом пятачке происходят аварии? Вот это притягивается. Не хочу показаться... Ну да, я суеверная, я верю в Бога, а так как я верю в Бога, я допускаю, что есть и все остальное. Просто оно взято из жизненной философии, украдено, как и все остальное, этой главной религии, которая потом размножилась, чтобы на все вкусы распределила на все вкусы людей, на агрессивную часть человечества распространили ислам, на более пассивную христианизм, а эти вообще кучка ходит и всеми манипулируют. А все они вместе поклоняются одному и тому же. Поэтому им нужны вот эти ссоры, потому что религии проповедуют no pain, no gain, как это на русском. Надо всегда страдать, Бог. И поэтому потому что мы не хотим признавать чужое. Но оно есть, адичи и дух. Мы не можем это объяснить так же, как и воздух. Только перекрыв воздух, ты поймешь, что он есть. А описать его, попробуйте, опишите воздух. Соелище. Elçunt etu deres çol ya qıvistar vatsa asisar hagir şukiz hinta edu asa itsats ieno elç
Ну да, это выглядит смешно, что со стороны адекватный, трезвый, думающий, будет царниш, смешно выглядит, то есть религиозный, радикальный, нахам, тиеш от умных, да, любой умных тиеш. И хума аздуч дал хума окчуах волах гикало олшил, поселку, тигахил душун. Тигах детский садик, яр Hințaiu itiga, от садик керта яр и объект, от хамзат резиденция яркы. Сисар хагири от юртер нага тхуг сих оларк, от керта хума цагошун оле. Шудо от керт волаш. Ок юрта цада ват оле. Ок чуатигер тагола as дютуг багдала да цату патюрдит дирдой. Тхуг лично ايش хаулак. نشكالنا مياسري صادق Сон цага آخر كيش نشكالنا مياسري сон я не знаю и хуяра цига цар хуинира цига, но и сади кери сон из та адам доч иш пустоват для шери, ну то хамза чи резиденции ниртуна. Да отнаях тхуг оларк и от керта хума цатуслошун хума цагошун цу керта оли цу керт воуяш цада вацок юртер шудоцуг шуд о мейрна душот керта ашдоле. Ну то цадеш эктом да долеш делеш оле. Но то что это и он дойсон цу чуах хил дусон и он сонде не знаю да ну هم دي تاجر داري أسا обяхчи сайн гинэг со цанги период бидит волур вачун отстя но қидадолум сон цага со отстя пислур вачит. соху стажим находу просто кай эльчер истервар сота историю цуревец ашен здуйчун дачунар абсолютно цанцы қислушулачун со короче ца наэква створт лолаш аз просто сэнтя цаялу пример Чего цаба акант нормально, хайкал дольше деш, такой образованный нормально. Ну цаниш лечь там, эрдоли, дистольчиш там мяу деш. Короче, ну сигер, что нормально, хала ехфин. Лата ин, короче, что сигер ушел. И хала латинче да чуш. Короче, уха реально хцой багдад. И фильтр хала чуюз то фильтр, короче, да чуюз. Ацабоши курдат, нухила такие чух такая и хая бол, ёваршет. Короче, сигер багил 100% уверенно вартес. То и сигер шанис уил шу вообще абсолютно я хайр вел это лерта оч это ще образованный. Сигер баги вали. Цул ала цул дикни гюали хайрон цул баги. Муле самуасти авучу. Уэш там царути сигер я чхена. Мел чего хочу, затяж 100% уверенно ворон из ниса вообще. Аснином доказа лично аснином. Уэш заочно вышу уча. Масара дур абрек. Сигер уж болчар масара диашу дуи. Саху агахтар масол душуга масарга. Мурат студюч то хума حمزة تخيل بازا دقيق سوان تيورتا دقو جرجر ناخبو اتودوش تلهم بقدو داتي اتريتسات باتوج داتي دات اسنو اتو ناخ اشتخاطري بوخش اتيورتا هم دوش خلر اسوان خز دق خزا просто اتون داتيوش دوسا Реальность, но саммития больше, ничего точно, да? Гикала, эдерту. Конечно, дуодина, сутя хина больше, садик, садик, в нас аэроли больше, да? Больше здесь, он саат ясиса, луч маккич, луч. Лула, Университет,
технический университет. Антонио Вивальди давелендо кешнш дадах на цутяхин. Цуча дюр студент бу. Ханне ден Вивальди дуалца тюссан. Так цуолекш саütser. Цуоцала ума дасаца етсер. إذا ميتشا دادخ دو تاقا إدادخ جاد بولش بولناخ تينخ تيش بو تاقا تينخ تيش كيش بو вот от сюда зависит, я что иду хтеник. Там шим этяк ема дешин гина алях колох тих тех волчина, я обязательно гурду. Виолчина приволчина гурду. Вот в этом дело. Палашем. In primer jäter ich dukkayar сигаретер кешниш хилч метя цену долш их не обязательно иду. Может, что-то не то там было, не знаю. Но и кино шош был на буйон дыненчуа. И та таймшин кино шох кокер. И та дочь и кино в любом случае ел царит сумцер. Но та инцит ок жи мало зез элер эсе харири начале. Та дала та дуну политикши, религиозных, для своих целей переименовать, переделать, для своих целей, дин хирду, хархули, вайшхули, жиншду и юйбош. Но это может быть совсем другое. Но и это используют для своих целей. Ну и на иштхил мегиз, я не знаю. Но та дочь и хумш гейт ищет целых етсон от кино шо миллиарды нах аяга беш. Почему никто не делает заявление? Та ума хунца до хумш гойч нах хунт аяг бош. Он лил дош и хумш и дамадат и хум. Почему это вы показываете постоянно в фильмах, там, документальных фильмах? يلا تا دا سودي وزنا تا وما ما تصغلق دنيا شو صندي تا دوي تاني تان خو شو تردو تا دلا تا سوي تا но его преподносят как будто это от Бога там делах делшейт и там жиншдуи там ишца شيء غلقا تعيش использовать дяшкой дуэл хитсон и не знаю. Но со тиеш и та делаться дуэл. Это мое право. Кричай микрофон передавайте, что кричай мнение, а летишь по этому поводу. Теннис уже перекидывается ящик. Вот у меня вопрос к тебе, Сурхо. Как ты думаешь, почему в индустрии кино используют это вот сверхъестественное? Ну, снимают фэнтези, снимают ужасы. Может быть, потому что люди думают об этом, часто задумывались об этом, поэтому уже нашли как бы решение к этому, и уже есть определенная как бы прослойка людей, которые скептически к этому относятся на фоне научных как бы доказательств. Как ты это объясняешь? Вот, что для тебя это? Например, доказательства Тахид, и то, что фильмы снимают на эту тему, потому что у человечества давно уже существует вот эта байка о сверхъестественном, о мистике, о потустороннем, Бог 6 столетий. Баха и наших детей, и меня в детстве пугали. У Армова, Али, Бюсен, Тигмагой, Хикли, Магой, Бюсен, там все такое. Это обычный народный фольклор, и также метод воспитания, чтобы, бей ларош. Так, причем этим очень сильно пользуются также религии, конечно, которые на этой почве людей хирабой заставляют верить, хирабой заставляют верить в определенных религиях. Тогда Хархедон, Шейту, Рауру, Джинчу, Яхкадон полностью поглотить, короче, Хардидон. И, конечно, эта индустрия, это огромный пласт, незаполненный, огромное количество людей, миллиарды людей, мы знаем, верят в это,
живут по этому, живут всю жизнь, веря в это и умирают. Конечно, и киноиндустрия будет этим пользоваться, они будут для таких людей снимать фильмы. Это огромный плацдарм, который было бы глупо не использовать. Поэтому там особо это нельзя считать доказательством, потому что снимают на эту тему фильмы. Фильмы на разные темы снимают, не значит, что они есть. А по поводу там, опыта, у которого у Мурада был, у Заза был, там, у разных людей бывает, это индивидуальный опыт, он может быть, это вообще в науке считается, если даже группа людей, находящихся в одном месте, что-то видела, это не считается доказанным, понимаете? Эта группа людей, может быть, как психиатр сказал, подвержена определенным мнениям, настроениям, то есть в народе может бытовать мнение, что вот от школы, Джинч, душин, душин, странно может происходить, душин, уже заряжен, уже, что это может произойти легко. Тем более, если ты с детства растешь в обществе, которое это постоянно об этом говорит, тебе говорит, там, давай, там, душин, тигмаула, армагила, ты с этим растешь, ты веришь это, ты как бы часть тебя, тем более, если тебе это через религию пихают, религия, если тебе постоянно говорит, дубом, и что пихать, ты не можешь не верить в это. Ты на каком-то подсознательном уровне ты по-любому веришь это. И, конечно, ты становишься очень мягким для таких атак, так сказать. И если какая-то группа людей в каком-то месте видит какое-то явление, которое кажется мистическим, это далеко не доказательство того, что оно действительно происходило. Понимаете? Если это может быть какое-то там, не знаю, влияние на них извне каких-то, какой-то там, химическое какое-то воздействие чего-то. Это может быть, что они все на одной волне, как бы одной истории испуганные, короче, и друг другу как бы похожие какие-то звуки, у них вызывают определенные похожие эмоции, вызывают какие-то непонятные им звуки. Всякими разными вещами можно объяснить это. Если бы, например, в этом селе, в этом городе, в этой стране все видели какое-то странное явление за раз, вот тогда бы наука действительно не могла бы уже опровергнуть это, и действительно там было бы сложно это объяснить. Но таких явлений я пока в истории не слышал, не читал. Есть всегда какие-то индивидуальные группы, то, все. Пока Хагином, да. Просто я бросаю вызов потусторонним силам, бросаю вызов. Сун, джинш отсылаешь, кого-то посылают джин. شو ناخي العصون حقوش دي لايك Джин сун, это саму один раз. Вот я бросаю всему этому, короче, мистическому миру вызов. Сун, и таджин цауз гайтиш сун. По твоей логике, все люди должны быть одинаковые, все люди должны быть одинаковые. При чем тут это, Мурат? Почему? Ты же говоришь, что это все, если все одинаково видели бы, то другое дело. Нет, подожди, я объясню. Объясни, обойдешься, до конца. Он меня неправильно понял. Это если же в разных, например, находясь в одной комнате, находясь в одном районе, в одном обществе, если что-то эта группа людей увидела в одно время, это еще не доказательство. Понимаешь? Они могут быть под одним влиянием, будь то каким-то внешним, физическим, химическим, какими-то мифами они заряжены. Это может быть влияние на этих людей. Если же разные люди с разных точек это видели, тогда это уже становится более интересным. Бог всяк одинаковых обличий. Ты можешь верить в это. Я не говорю, что этого нету. Я не могу утверждать тебе, что то, что ты видел, этого не было. Я не могу это утверждать. Точно так же я имею право сказать свое мнение, аргументированно сказать, что я не верю в это. Я склонен считать все равно, что это было какое-то стечение обстоятельств, что что-то там произошло. Возможно, кто-то из твоих друзей пошутил над тобой, и так и ты не понял, что это был кто-то из твоих друзей. Всякое может быть. Я, например, в детстве, когда было лет 7, что ли, 6 лет мне было, весь год работали, а Дед Мороз, Ворон. Если ты говоришь, всякое может быть, почему не может быть то, что я говорю тогда? Я согласен, мнению, я согласен, но если я тебе не говорю, этого не было. Не может быть, то я с вами не согласен. Я не говорю, этого 100% не может. Мне вообще на данный момент, в наше время, сложно утверждать, что этого 100% чего-то не было. Но я тебе скажу так, вероятность того, что то, что ты видел, это что какая-то мистика была, она стремится
в сторону нуля. Это, по моему мнению. Но я не говорю, что этого 100% не было. В общем, добавить благодарю. Там может быть даже просто вместо отрицательной энергии окоса, скорее всего, там где-то разлом земной коре там получается. Скорее всего, вероятность, я думаю, там какие-то газы там выходят, получается. Он если ветра нет, он заполняет это помещение, и могут возникать галлюцинации. Вполне возможно, это там, скорее всего, это так может быть, скорее всего. Вот это объяснение, которое я больше придерживаюсь. Ты сейчас дал объяснение, я, например, к нему больше придерживаюсь. Но Мурат, он был там, он видел, он может это верить, это я при этом не могу говорить, что нет, это не так, Мурат. Ну, вот твое объяснение, вот именно это и было, я говорю, химическое воздействие, я говорю, из них химическое воздействие бывает на людей. Они могут съесть что-то и все отравиться, они могут там что-то еще, что-то может с ним произойти. И у них может возникнуть какая-то галлюцинация или какое-то... Они могут подвержены одной истории, и потом они поверят, что действительно то, что произошло сейчас, эти звуки, которые они слышат, они связаны с этой историей, это духом тут влияние. Поэтому я это этим объясню. Но я не могу говорить, что этого не было. Конечно, я не могу этого говорить. Но, это я как геолог говорю. Сразу мы возвращаемся к моменту веры, да? Вот его веры. Кто во что верит? И снова больной вопрос наш. Кто во что верит и навязывает другому то, во что он верит. Снова к интересному вопросу вернулись. Это зависит от мышления. У кого какое мышление, вот что ты допускаешь, то ты и видишь, и ты становишься чувствительным. Заза, твое мышление зависит от твоих знаний. Насколько ты обладаешь знанием, вот какими бы знаниями не были, а что-то есть. Вот вы щеголяете тут всякими фразами, на примере отрицательная энергия. И Бог худушу домой. Это не объяснение, Заза. Бяхмобил отрицательная энергия. Из чего она состоит? Как оно выглядит? Как оно возникает, в конце концов? Может нам Тесла объяснить, что такое отрицательная энергия и положительная? Это может быть где-то разлом, я тебе говорю, бывает отрицательная энергия, бывает деревья согнутые, получается, в том месте. Скорее всего, там разлом, какие-то газы там накапливаются. Там где-то момент, когда там нету ветра, он там накапливается, он там делает эти изменения. Он там закрученные деревья жгли, он так говорит, вместо отрицательной энергии больше. Леха, ця історія, це теж його. Оцоючил издание, щубахли, очакахде дубо, що оце признаться теж біла був, що цані вовши юка діца дюч. Це на хухул хаїшон, гульца зюкардечхена, ша дa'ватен, сам зюкардечхен, це шок це йохтаган, ит приттag da'ватен зюкардечхена, он трансивует итак. Вот из микротрансхулцинах, из-за уже тиеш хирш общий цак басара квар чалилош, и ца ойла хирш тем более ара лилш хирш ойл, так их так Мурадала менее убедительно вацархин сохчуа уихиш совурвал шел саваша, ца мокшал галял леса. Цантаган те гоцу заговорить да яхкон ха проблем бахсвик. Шашикан твигна хоздавик школе хилерсон. Да уана хо заговорить виса. Юх, короче, цабут табелисул та уозван свик висца холш. Хо туо виру 100% найн хупша. Ас хан доказательства хади анша. Те оханцун туоцавала специально ульшвал. Короче, саух надалах, короче. Сахалгат лушвац. Ну, туовал целушвек хелихшах. Ну, так хоть и отдасаться хотя бы ойша, оснакосн теохаса делда, оснакосн тео, она тигалетчил очередь, просто киемат деду, у кетах, урмах, дахалюки, короче, зигзагом. Вот чувачка, она сэн бывш, аз уважать перхел балнах, гесфон, дука от очереди упав, дука ачиши хо. Юх, лятин, да хала ата, да текаш делда, бо ще 12 туле охаш, так, нацу, тепелк шпетса проблеман, ха, хин заерю, да охайти, со козди, ох вир, форс, от хаз беца охасунте. От совеш делда вацер саваша, от мура дела хуолцунах, кезик тиеш, от дараднах, хунте, ачи цун ще баргин ерк, цун кент и проблема, от снак вас просто да аеш.
из-за тешер это ничего не значит. А групповой херчи, ну то же самое. Холь мажик сюда вот амин. Масара олш херчи. Раз оле хостом, да каст хост. Моменты хашчи у тебя не получается. То же самое с галлюцинацией, что из-за вот глубины тешу, а просто на лице уэльшу. А так, на самом деле, юхта раз, а на самом деле, хазишун, там эле, все, вухан обязательно хескихум. И просто транс обычный, просто микротранс юхис. Хорана, диета зюгалкса тухцигата, каша хулил доца, уж галца олиз, ну, из дух, природа из юхцин, короче. Тесла, без полетишь? Зикр Диашендо, резонанс может там произойти? Маршал Душук Махкой Меги Щедош на эту тему. Мег вистал ночью. Сейчас признавать, да, все абсолютно направления ислама признают, что ислам невозможно даже интеллектом Эйнштейна познать на 1%. Зачем тогда детям вбивать сплошную энигму в головы, как гвозди? Раз мистерию сделали, немного усвояемости, по зубам доступным холмобец, на кредитах нельзя, допинг, стероид, наркотики, быстро действуют, то есть весь кредит в сплошную. Разумеется, там сбой будет, трансом полезного, я ощущу. Разумеется, с петель сорвется рано или поздно, что-то да и увидит в сплошную на кредитах основанная движуха. Все, Баркал. Тесла, пока пауза. Ахдейца, please. Да, Нам вообще меттам то юкао, раз, вот кадеш сане гутра. Тесла, вистхалитиш? Тесла, вистхала? Сажим, верну я вас в нашу грешную реальность, где ничего сверхъестественного не бывает. Надеюсь. Заклевать, Да, то есть мне импонирует данной теме. Скажем так, почему-то мы считаем, Адам это какой-то идеальный приемник. То есть, какое-нибудь представить, знаешь, устройство, и свет воспринимать еще. Инфракрасный, например. Свет загородит, вот это устройство работает, там где-то в метро, может, что-то или где-то на фабрике. 1000 людей пропускает. От Иосак и Хаелло дальше пошел. От Иосак, Хаелло дальше пошел. Теперь представьте себе, сверхъестественно, ты подошел, он будет открываться. Не будет такого, что он работает, но при этом не открывается, не реагирует. То есть, сверхъестественно, вот устройство. А теперь давайте усложним это устройство. Пусть там будет не один сенсор вот этот, на свет, а миллион. Миллион сенсор юки, и каждый миллион должен срабатывать. Все миллион сенсоров должны срабатывать. Но хум юхшмахули, то есть или какой-то, не знаю, фактор там, сырость, не знаю, пыль, я не знаю, что-то космическое там, я не знаю, Землю тряхнуло в этот момент, что-то случилось. То есть самому отказать тебя. То есть на короткий момент даже, может, не постоянно отказать продукцию и не хаялуряться. То есть любая вещь техническая, как вы поняли из этого примера, подвержена сбоям. И это вещь техническая, разумный дизайн. То есть кто-то сел там, отверткой привинтил эти провода, и они все в одно место привинчены, и только в одно место ток посылает. Хинтвай саги мозг хают из-за разумный дизайн яц. Слушай, хаютша кипеттеш хаосю. То есть 100 миллиардов нейронов нейрон не 20 тысяч этих синапсов, соединяющих его с соседними клетками. 20 тысяч умножь 100 миллиардов на 20 тысяч. И
процесс, что там все это зависит, охуетней, что там за погода, какая температура, как, не знаю, где тебя тряхнуло, какие энзимы там, в общем, вот миллионы факторов. Теперь сами подумайте, и одни мозги, это же тоже устройство, как и вот этот пример с этими там сенсорами, фотоприемниками, как он может иногда не сбоить. Причем тебя электрик, это оркестрант, ты хаузин, моя соединенщик. Уж естественным образом и ДНК хаяслушен наращивается, дешь, 400 миллион копий моей ошибка ешь, короче. Вот хочешь ты, не хочешь. Ошибка ешь, хотя сформировать один мозгю. Как он может не сбоить? Ты что? Он любой говорю, ты что угодно увидишь. Что угодно можешь поверить, что угодно может с тобой случиться. Это все твоя работа твоего мозга будет. Единственное, что очень точно заметил Сурхос Эйлери, потом психоэцба, не бывает массовых галлюцинаций. То есть шансы, что туна алтадиха был 100 человек, 200 человек, самое явление. Так уже это не ваш мозг сбоит. То есть у сенсора речь проблем. Не в вашей черепной коробке произошел какой-то микросбой, потом все восстановилось, но вот произошел он, провал какой-то произошел, или что-то произошло. То есть, если много увидеть, то шанс есть, что все вот эти 1000 человек одновременно у них произошел. Такого не бывает в нашей Вселенной. По крайней мере, это вероятность такого, не знаю, триллион яйцей, там, 100 триллионов яйцей, короче, еще меньше. В том деле, если много людей увидели, а цадмин можно что угодно увидеть. Он может что угодно увидеть, башун. Это его мозг, он там произошел какой-то, вот он 100%, например, суна дукка своей жизни, а это хумш дукка эдать, но хигнах сун, что я 100%, но я знаю разумом, что это во мне была проблема, а не в этих. Тесла, объясни, как работает зрение доходчивых Зрением. Так дело в том, что тут не говорят о галлюцинациях. Мы говорим о том, что мы чувствовали что-то, но не видели. Я не видела ничего, я чувствовала. Чувствуешь, мозгу ешь. Вот эти 100 миллиардов нейронов и 20 тысяч синапсов у каждого нейрона. В ушах, короче. Они настолько в ушах связаны, вот и нейрон, что это все равно, что если в Дуняча был мозг населения, это все эти 7 миллиардов человек, если каждый через одного знакомого знал бы всех. Вот связаны, юкуш в ушах. Вот ты любые ощущения, ты понимаешь, хаос мой, это неразумный дизайн. Это вот этот сенсор, он может и миллион человек пропустить и ни разу не ошибиться. А хаос, этот сенсор не отвертка, один провод там прикручен, этому второй прикручен. Сега целый пучок проводов к одному, они не прикручены, а вот так якось сандуешь, и от любой вибрации там то этот соединяется, то этот соединяется, то любой, Тесла, ты думаешь, что вот со временем можно будет именно вот какие-то эти запустить, например, что если человек захочет бурака увидеть или полетать на нем, вот именно какие-то вот эти... 100%. Можно, если когда человек научится манипулировать мозгом человеческим, тогда можно... Даже не манипулировать, то есть подсоединиться к этим каналам просто. Ну, насчет этих галлюцинаций Тесла, то, что мы видим, это информация, переработанная мозгом, которая, в свою очередь, подана на сетчатку глаза. И эти галлюцинации, может быть, выдуманы твоим мозгом, опять же. То есть это не обязательно, что существовало где-то, физически произошло где-то. То есть это игра твоего мозга. В самом мозге может, канал хайокшил от глаза, там может произойти какие-то сполохи, я не знаю, это понятно. Я просто, Ибрагим, вопрос отвечал, что... Конкретно буду объяснить, я просто... Провал в памяти. Да не, это вообще неправда. Подожди. Мурат, мозг, если мозг идеально был бы машин яц. Очень сложный машин. Я не ломаюсь. Это босс Тесла. Хин суна
и знаешь, изучить, и он и знаешь, язын был нах буйо дуненчо. Цара дирдатсуны доказать. Потому что то, что я видел, никто не может меня переубедить. Но цахом дотяга тесли. Ашик жим хало дитна. Свободня и доказать. Личные переживания. Запись моя сюда. Он на постоянной основе гушкагват, он-то смирительный, рубашкаюха, психушки чувулыз, он просто хазгина сделал хихета. Психиатр, это не связано с психушкой. Мурат Сахари Валли, Аудал Ихсахиллаи. Это сбой со всеми происходит в жизни раз, два, 10 с кем-то может произойти. Если остается этот сбой, вот, повторяющийся, тогда это остается, а это просто ассоциативно. Не перебивайте друг друга. Объяснить тон, не перебивайте Теслу, пожалуйста. Адмится за его жизнь, за его сколько там, 70-80 лет его средней жизни, таких сбоев с его мозгом случится, причем разных, на разные причины, и химические, и то, что он что-то съел, и где-то он в каком-то месте находился, на него это повлияло, или что он гинтил, ну кахирюешь его в жизни. Просто вопрос ответить на это. Дүйч dedi, tüm yerin duy, dүйч ise kaun kan. Dүйч вати Мурат, соборни минута дахан дүйч бусо. Хажал сунин цахом гина, вот ищ сбоя хилла суна, он чудо санна мухеттах сонта, который не могу объяснить, потому что мой мозг в этот момент дал сбой. Я не могу его, этот уолцнах, сенсор бимаяти, мозг бимаяти, который я чувствую. Если он дал сбой, все, их лушу по-любому. То есть, он и цаги не можешь мадати, наоборот, мозг не хилла бо, что ты действительно такое переживал. Тебе дают кредит доверия. Но сухуал рашуй, сун сахом гини, сун сакуарчах, сацанни доказать долурдат сун и гинаэль. Личные переживания. Поэтому есть правило. Личные переживания ничем не доказываются. То есть хакуарчу вальхуицан и пережиться дича суна и хум вообще просто хум дати, это ничего. То есть либо я тебе просто на слово верю, либо не верю, тигах хуят, а нагасан сонах убедить тагах шуйсун и гини. Я не смогу сакуарчу корни, сакуарчу хуич, сун и реакция, и ощущение сахилил в этот момент. Вы единственное, что можете сказать, мы не верим, но вы не можете доказать, что это не было. Не, соборди. Хотя утверждение есть, хочешь доказать, что хау нах бат, он цаги не будешь доказывать. Но сон деле факт, верч мауису особурда, например, дунянчуа. Подъеме вадуятич хина оборот подъеме халдуяч меткш букбуй и бакдуй. Будер. Вот инсан за случай хили шолшяхтига ег. Тебе кажется, он сахи халдуяч меткш там найдется объяснение. Мираж пустыни, Тесла, мираж пустыни. Объясните. Да, мираж пустыни. По горизонту кажется, что там еще, там объяснение было, что это наоборот, наклонно юзер. А тебе кажется, что он на подъем бьет, что он... Хилита, то есть хажал и хиду и дуэттан тиги халдуешь сасаг ва ицак тысячисак хаванцан дагает еще мурат. То есть это внешнее явление. Не внутри твоего мозга происходит это, а снаружи происходит. И люди, тысячи человек может увидеть это. А внутреннее переживание есть и доказать ты сейчас. Я могу сказать, сун ренах, например, я не знаю, старик Хатабыч гинасун. Все, докажи. Получается по твоей психотеории, что люди должны мне доказывать сун и цагина бож. Не должны, это я им должен доказывать, что игина бож. И у меня нету никакой возможности сун и игине доказать. Это называется личные переживания. Тысячи саган и массовые галлюцинации цахуль бог, тысячи саган эгоист разных этих. Так уже природные явления его объяснять дадизер. Но цан саган какой-то хиллицун переживание, что-то он увидел или что-то. Это все остается, к сожалению,
без ответа, только это твой. Хотя возможность есть не опровергнуть это, не проверить, это происходило внутри его головы, тун восприятие, тун мозги был, и вот эти 100 миллиардов нейронов, которые могли дать сбой. Царь бин буалх, мы не можем на одного этого человека только положиться и считать, что цунгина и значит 100%, цубага и значит 100%. Нет, так это не работает. Вот Тесла, можно я скажу? Подождите, у меня сейчас вот мысль возникла в голове. Многие вот, кстати, психиатры вообще, они считают, у этого даже есть название, и оно как бы это такой некий бред, то есть это остаточные вот такие нарушения мышления в виде вот этих ложных... У Нет, я имею в виду, что... Нет, с точки зрения психиатрии, именно потому что некоторые есть, кто практикуются, и большинство там зачастую, возьмем там определенную статистику, да, 60% людей, они все-таки подвержены этому. И кроме того, если рядом с таким носителем такого, как сказать, я не помню это научное название, оказываются люди, вот это эмоционально от него, как бы скажем, такие зависимые, там, семья, и с такой, с высокой внушаемостью, и, так скажем, они могут также с такой уверенностью и разделять его мнение. И, кстати, у них тоже есть такой подтип, типа феномен такой психиатрии. И он также тоже у них как-то там называется. Но это, безусловно, конечно, возможно, это происходит с человеком. И я думаю, что это научно все можно объяснить. Просто нужно самому постараться, мне кажется. Вот и все. Мурат, ты ложь, все какую-то психиатрию толкаешь, что это медицинские какие-то проблемы. Нет, я, кстати, не в Мурада говорю. Это не связано с психиатрией. Это не связано, это не связано с... 100% знаю я, что просто смешно, Это не связано, это не связано с психическими болезнями какими-то или что-то там. Любой вещь сложный, а мозг он сбой. Ну это обязано. Самолет, вылет, проверять. Самолет сложная вещь. Понимаешь, что он может дать сбой, и проверь, короче. А мозг 100 миллиардов сложнее, аж конечно, он будет сбоить иногда, короче. Это не связано, не психические какие-то. А вот если это перманентно, повредить, это другое дело, ты будешь постоянно больной, или что-то, галлюцинация, или что-то там будешь, ты, короче. Это другое дело. Но просто сбой на Эльбурате будешь летать каждый вечер. Да, это со всеми нами происходящее обычное явление, что с Мурадом случилось. 7 миллиардов. Как минимум 1000 человек то же самое переживает чисто статистически. У них мозг дал какой-то момент. Так вот, именно что я хотела это объяснить с точки зрения психиатрии, потому что все-таки есть какие-то научные какие-то, я не знаю, статьи, которые можно почитать, изучить, не потому что он психически нездоров. Нет. Нейрология, психиатрия. Психиатрия это болезни все-таки психические, а тут просто чисто нейрология. Так наш мозг устроен, и так он работает. Вот, да. А как ты, Тесла, объяснишь вот такое тоже, что люди верят в инопланетян, и что они, просыпаясь поутру, просыпаются без зубов? Это вообще вот, как вы это объясняете? Есть на это какое-то научное доказательства? Кто был свидетелем этому? Что вот. Люди проснулись без зубов. Опять как личное переживание. Тоже. Есть одна... Надо было лечить свои зубы заранее. У стоматолога, да? Замуж за стоматолога выходить. Ну да. Тоже как вариант. Тесла, а ты не мог бы мне объяснить один... Собурдель, Лехар. У меня тоже вопрос. Сегодня. Давайте посчитаем, у кого нету вопросов к Тесле.
Такого нету. Кен ханмай Ибраим, ханмай сестра. именно и Ибраим. период яц, вайцах, и период яц, и первый там да бала, второй там осюка, и второй там да башхани, из-за кастина, и два халтуш лошумшна, так собрш, дарбшна, так Иса пайхмаршна, массу хумана ца шортуэлш, берг дошханлерк, и вот в негативном ключе дюцудацию, берг цодал хаерх ваймалка. Дарбанч, так, оз дарбанч теух шбол, тибеш, так, улоцена, дарблюх шбеш. Муха со оз моменталат алгер швар, бадик диш, мураден хум алгер шваца, мурад галвалу бог дацерс. Ну, хуоценах, итеп хум ждахал цалс тасар, шоз тасар, сунсайн тасар, примерялерс мураден. И нормально ду. Если он тюш дис нат ахцунах уже клиник хол. Тут его агер шоз мурад холар тавас бог дацерс, он гина бакдони. Все, совелиш. Зази, вопрос, дали. Да. Teslas borstig de ponta Lerson. Así servicio de Не, Леха, гензаза, есть что борди. все. Заза. Да. Тесла, как ты объяснишь то, что вот у меня несколько раз такое было в жизни? Я вижу во сне человека, которого никогда в своей жизни не видела. И встречаю его, вот как такое возможно? Прям до мельчайших подробностей. Силы притяжения. Извиняюсь. Я у Теслы спросила. Тесла, ответь, пожалуйста. Опять-таки, сбой твоего мозга и все. Почему ты считаешь, что твой мозг идеально должен работать все время? Так я не говорю, что он идеально работает. Я просто не понимаю, как я могла увидеть эту женщину во сне и на следующий день ее встретить. В смысле, ты увидела во сне женщину и на следующий день эту женщину встретила? И так бывало, где-то 4-5 раз у меня было такое. Можно я объясню? Заза, просто мозгу твоему надоело показывать тебе всегда одни и те же сны про одного и того же человека, и в один момент решил тебе просто обмануть. Сказать, вот этого человека ты видела, вот он перед тобой стоит. Все. Спасибо, Тесла, что ты мне ответил. Простое объяснение еще на это. Про дежавю, Баха. Дежавю объяснить то нас. Если тебе кажется, что ты что-то такое видела, и точно мне знаешь, не кажется, я видела эту женщину, и на следующий день я ее встретила. Ты опять как Мурат Санна, я видела, боже, твой мозг тебе сказал, что нет, ты видела. она была рыжая. Ответить до этого. У тебя в мозгу есть специальный отдел, который отвечает за распознавание вещей. Так? Очень сложный, так. Тоже состоит из там как минимум миллиардов клеток. Короче. Почему ты считаешь, что он идеально у тебя все время работает? Так я не говорю, что у меня идеальный мозг. Я говорю, что я видела женщину и нескольких еще человек, которых я видела во сне, я их встречала. Нет, подожди. Опять ты рассуждаешь с точки зрения идеально работающего мозга. Я видела, боже. Нет, мне показалось, что мой отдел обработки вот этих фейс-контроля, который находится, что он в этот момент правильно сработал, и я это ощущение получила, боже. Что? Понимаешь? То есть ты инструменту отдели свой мозг от своего «я», как на какие-то части. Вот это отвечает за то, что ты что-то вспомнила. В вот этом месте какие-то картинки в 3 классе ты что-то делала там. Здесь ты это видишь какие-то эти другие разбитые склады. В этом складу все время что-то гремит, перемещается, туда бежит. У тебя нету над этим контроля. А мозг, как ты можешь контролировать то, что ты чем ты и являешься? Отсюда ты любые шумы, он даже и начинаешь ты видеть вот эти сосудища и перемещаться, потому что у нас очень мощные глаза, зрением даже несколько фотонов способны нам этот информацию, электрический импульс вызвать. У нас очень чувствительные вот эти клетки, вот эти светопринимающие. И что вы стоит, если вопрос?
Да, они страшно чувствительные. А Джимма даже уже это вызывает в мозгу реакцию. Поэтому всякие картинки, ты даже если можешь напрячься, в этих узорах что-то там лицо увидеть или еще что-то. И где может случиться, что ты даже подумал, запах яиц, вот он очень странный, кстати, до сих пор неизвестно, как это происходит на самом деле, как мозг запахи воспринимает и яйца, обработка. Он просто запах, видишь, что ты где-то когда-то запах, он на память действует до... А опять там почувствовал, там весной вышло, там запах какой-то, я не знаю, вишенка зацвели или сирень. А почувствовал, тебя сразу же кидает вот это в прошлое, в этот момент, когда ты вот... То же самое... Да, или музыка какая-то услышанная определенная. Постоянно какой-то лавины всяких запахов, воздействий внутренних, внешних, ощущение, что ты эту даму, что ты просто тебя обманул твой мозг. Ты меня не убедил, я верю своему мозгу. Заза, например, Заза, вот ты, наверное, смотрела в небо, в облака, и долго, если присматриваться, пристально, ты в этих облаках все равно разглядишь какую-то картину. Так? Это уже гадание на картах, на кофейной. Это не гадание, когда вот твой мозг вот таким образом и работает. То, что ты увидел в облаках, это не значит, что облака на самом деле такие были с картиной. Просто твой мозг тебе показал. Я увидела рыжую женщину во сне. Вот именно вот отличительная черта. Ты рыжих видишь не каждую секунду. Я пошла в этот офис и с ней заговорила. Она мне вышла навстречу. Оказывается, я к ней взяла аппоинтмент. И смотрю, она рыжая. И я уже знаю, что она мне скажет и как завершится эта встреча. Это что, мой больной мозг заранее увидел или как? И твой мозг не больной, он так работает, он так устроен, Заза. Вы воспринимаете это как бы чисто психологически ненормально. Это нормально, он так работает, человеческий мозг. По-другому. В общем, не убедили вы меня. Версии, Зазе истории, версии все тоже коротко. Генешу, когда вы хотите машину новую купить. Не, я тебе логически объяснить хочу. Дудаться мацабос, а дуется бадаться мацабо. У меня уже 2 врага есть. Тесла, один Тесла. Гина и Рижи Зудалка, это отрицательно. Вообще никаких нету у меня этих причин. Я просто версию... Не Дудалка это, а я к ней взяла аппоинтмент. Я к ней пришла. И босс. А Мелбогду нету никаких причин у меня с этим как бы не быть согласен. Просто как вариант я закидываю просто на обсуждение. Тесла заметил парадокс? Да, Люси Сабаде. Машин генишн, когда вы хотите красный, например, купите, красный Lamborghini хотите купить. Или там... Тесла, можно задать вопрос? Заза, добрый вечер. Минутки, ко мне дешевле, Сабаде, сюда летишь, я пошел ко мне. Задать вопрос можно, нужно. Давайте как какой-то порядок сделаем, то невозможно, все друг друга перебивают. Давайте я буду немножко вести эфир. Сурхо, сейчас скажи, потом я уже дальше каждый буду слово давать. Важно дать, да, в общем, хелмек может быть. Просто когда ты что-то хочешь, о чем-то думаешь, что ты, например, хочешь купить машину какую-то красного цвета, там, Audi, скажем, и ты уезжаешь на дорогу, ты начинаешь каждый красный Audi замечать. Ты смотришь, вдруг оказывается их много на дорогах, оказывается, он замечательнее, что машина, именно эту модель ты начинаешь замечать на дорогах. Я не думала о рыжей женщине, я просто позвонила и взяла время для того, чтобы аппоинтмент. Ты могла точно так же. Прихожу, а она рыжая, и я знаю, чем все это закончится. Как ты вообще относишься к рыжим? До мельчайших подробностей я увидела. И я ее как увидела, думаю, Мадыка дух, вот все закончится хорошо, потому что я увидела, чем закончится. Заза, есть две проблемы с твоей историей. Наха либо рыжий хуль, либо, не знаю, шатен хуль, либо брюнет хуль, либо, я не знаю, лысый хуль. Но женщина... Но рыжие бывают очень редко, Тесла, учти это. Не, шотландцы, ирландцы, они часто бывают. Это было не в Шотландии и не в Ирландии. Не в Америке их много, подожди. Не в Америке это было, в Португалии.
Заза вот так себя ведет лотереи выигрывать мою йойнах со шансами там несколько миллионов или даже миллиард шансов еще объемётча выигрывать дешь лотереи еще йойнах. У тебя сколько людей бывает цвет волос? То есть ты выиграл лотерею всего лишь, где у тебя шанс был 1 из 10, скажем. В чем здесь такое удивительное и, ну, скажем так, странное? Как в чем? Я не думала о человеке, которому я иду на прием. Я думала о своем деле. Получится, нет, как что сказать. И я прихожу, знала, она стоит рыжая. Волосы, так? Ты думала же, раз ты думала, что у нее рыжие волосы, или? Не думала, абсолютно. Я даже не знала, что я к женщине. Просто вот так вот звонишь и берешь время. Вот мне нужно вот это время. Все. Я не знала даже, что женщина. Мужчина, может быть, женщина. И мне было на это наплевать. Мне нужно было свое дело сделать. А во сне я увидела рыжую женщину, которая мне сделала это. Так, как мне надо. Короче, Зазу не переубедить. Заза дать тебе пищу для размышлений. Меня и Мурада не переубедить. Вот дать вам обоим пищу для размышлений. Освободись. Пищу для размышлений вам обоим. Вот так себя ведут религиозные люди, когда ты не докажешь никак. Вот сравните теперь свое вот это нежелание поверить. Человек, который пытается вам объяснить и показать вам правду, а вы эту правду отрицаете. Нет, мы не хотим в это верить. Мило, тözен, ашинц дүйчдег маду, шусандол нах яздиндол, шмаду аш дүйчдег, шушяш адми организм исследовать и надать, я цахум хушдаст, шунах яздиндол, шбемадать аш дүйчдег, поэтому шуцунарах тиеш, а сосаях тиеш. Я верю в доказательства, которые привели при этом. Это доказанные Так я же вещи. тебе привела доказательства. То, что ты Рыжая видела, женщина, да? не мужчина. Эта тема называется вера. Вера – это убеждение. Те, кто изучали сон, гипнотизм, они еще с такими галлюцинациями сталкивались. В обратном ходе времени подмена или смещение убеждений, картинки, самые последние воспринимаются как начало. Ты что говоришь? Слушай, Это в том-то и объясни дело, мне, вера. пожалуйста, как я ее увидела, эту рыжую? Заза, можно я вот тебе объясню? Вот давайте, Да, Флайн объясни. Дачман, Нисха Летиш, она хотела до этого тоже. Доброй ночи и доброе утро американцам. Заза, есть 2 документальных фильма. Один называется «13-й этаж», а второй «Эффект Манделы». Вот эти 2 фильма посмотри, и ты на все свои вопросы ответишь. А то, что женщина была рыжая, это чисто совпадение. И никаких научных доказательств в этом нет. Сны – это то, что Не графически убедила. составляет... Сны – это... Нет, я тебя убеждать не хочу. Смотри. Ты, конечно, можешь стоять на своей точке зрения, но сам момент... Ты посмотри вот эти 2 фильма. «13-й этаж» – документальный фильм, и «Эффект Манделы» – художественный. И ты ответишь сама себе на свои вопросы. Просто. А потом напишешь мне в личку. Можно я тоже маленькую поправочку сделаю? Что вот это вот наше восприятие, как повтор, вот Заза, которая рассказывает, вот она во сне увидела, а потом пришла на свою встречу, и женщина совпала с той, которую она во сне видела, это, возможно, мозг, где работает и обратные последовательности. Может быть такое, что ты пришла, эту красную, с красными волосами женщину увидела, этот разговор послушала, и ты вспомнила, что ты ее во сне видела. Абсолютно верно. Вот эти 2 фильма говорят о той теории, о которой вы сейчас говорите. Это строение мозга. Просто Вот, посмотри, да. Заза, реально посмотри. Потому что я по себе это подумала. Вот иногда тоже кажется, вот этот дежавю болштик, да, иногда мне кажется, ой, это было. Потом я это сижу, вспоминаю, а когда это было? Никогда это не было, мне так показалось, что это еще раньше тоже было. Это одно. Еще я хотела спросить, кто может объяснить? Вот, например, людям, у которых никогда галлюцинаций не было, у которых были галлюцинации. Разные люди бывают, с сильной психикой, не с сильной психикой, разные бывают. Вот если люди эти температурят, где-то у них 39-40 температура поднимается, у них бывают галлюцинации. У обоих разновидностей людей. Чем вы это объясните?
Это, скорее всего, поддержка Тесли. Ну, опять же, можно дать определение самому слову, что такое галлюцинация и в каких условиях. То оно есть возникает. поменяй свой ник на Теслу. Да, Тесла сегодня 2. то за Теслу, если Не, что. не, я же не хочу тут выпендриваться. Вообще, галлюцинация возникает при депрессии, при усталости, при заболеваниях, та же самое. Это очень просто объясняется. А вот этому Flying Dutchman я могу сразу сказать, что тебе Заза в личку напишет после просмотра этих 2 документальных фильмов. Не напишу. Одно слово. Не убедила, она тебе напишет. Вот и все. У нас еще хотели Тесле вопрос задать. По-моему, Лейла, да, хотела Тесле вопрос задать. Давайте ей дадим слово. Да, мы от этого как-то ушли. И энергия хахич, дагде эрсун. Вот сейчас долгое время ученые говорили, что доказано было, что все состоит из атомов. Вот сейчас они доказали, что нет, состоит атомы тоже делятся, там нейроны, протоны, что ли. Ну, в общем, самая мельчайшая частица во Вселенной это кварк, по-моему, кварки, если я не ошибаюсь. В общем, эти кварки, они состоят почти из пустоты. 9, 9, 9 и так далее. Короче, пустота из энергии. То есть, получается, говорят, что вот если это энергия, мы все состоим из этой энергии, но она очень-очень сильно и плотно сжатая. И получается, что мы во всей Вселенной одно целое, и мы все одна энергия. И есть люди, которые выходят в астрал, то есть в тонкие какие-то миры. Это тоже энергия. Эти люди, которые выходят в вот этот мир, чувствуют эти тонкие энергии. Как бы это объяснить? И там видят какие-то другие миры, какие-то другие пространства, цивилизации, что ли. В общем, в интернете это полно всего. И если мы все, вот эта вот энергия, может как-то... Есть люди действительно с какими-то особыми способностями, как Заза способностями, тонко чувствующие вот эти все энергии, и действительно, может, если развить эти способности, у нее есть какие-то способности. Я на самом деле серьезно говорю. Долгое время ученые все это... Не убедила. Давайте ну, я насчет вам историю расскажу. Мы шутим. Нет, слышал, когда ты слышал, Тесла, что вот мы состоим все из этой энергии, плотно сжатой. Ну, ученые же это доказали. Сейчас самое главное, подождите, надо оппонировать тому, что сказал Мурат. Тесла, ты ответь ему. Он сказал... Да, я пытаюсь как раз это... Я вам контр-историю расскажу, Суркова. Большего совпадения, чем у Зазы, раз в 1000 раз более странное совпадение, и ничего меня это не удивляет. Заза Асинтиюцем, буквально всю жизнь несколько раз хилаюсь, я вот плохо помню, но вот совсем недавно хиллагюется у нас. Например, когда мы с братом разговариваем, потом раз, когда я открываю Google, я тему того, что мы говорили, нахожу, и это часто со мной случается. То есть есть теория, что Google и микрофон, наши обрывки разговора скармливает этому search engine, искусственный интеллект, алгоритм. Видишь, он нам это делает тайно, что. То есть бахду и дайте, я не знаю, но это можно вот этим объяснить, вот эти странные вещи, например, рыжий отцул странный. Но есть со мной произошла вообще еще более странная вещь, которая твоя рыжая вообще это детский сад. Я вот неделю назад, у меня этот старый Android, и чтобы я мог банковские операции делать, я должен перейти на следующий Android, 11 или 12. Я думаю, быстро, дешевый телефон, где-то по 200 или по 200 евро, меньше 200 евро дешевле, чтобы лишь бы это быстро эту проблему убрать. Ой, лешу, я ничего не делаю, телефона со мной вообще нет.
Я ложусь спать, утром просыпаюсь, открываю YouTube, и там появляется видео, дешевые телефоны по 200 евро. Это я могу объяснить. YouTube Как? подслушал. Я не говорил ничего, это мои мысли, Бог. Что хотел? Мысли А они подслушать. слушают даже мысли. Как они могут мои мысли слушать, и на следующее утро мне это предложение. Там сидит человек, объясняет, какие телефоны меньше 200, бюджетные. Тесла, если бы ты еще чуть-чуть получил, поискал бы в интернете, ты за $100 нашел, евро нашел. Нет, вопрос не в этом. Ты Я не притянул говорил эту ни с кем. Я энергию. Ты же один живу, энергия. понимаешь? Я большинство времени один живу. Я ни с кем это не говорил. У меня в голове просто чисто это было. То есть я подумал. И как, если я разговаривал с кем-то, я мог бы об этом списать, что Google через микрофон, там есть специальные, видимо, какие-то у них эти обрывки наших разговоров ловить и использовать это для рекламы. Это То есть первая страница, которую ты открыл, сразу я показал вот это. Да, YouTube. Совпадение. Я нажал YouTube, кликнул YouTube, появилось вверху самое первое видео, бюджетные телефоны меньше 200 евро больше. Какой шанс такого совпадения? Очень низкий. А может, ты перед сном просто посмотрел и забыл? Ничего не делал, абсолютно. 200 Человеческая память. Это чисто были. Может, бужуле было перед сном? Да, это чисто мои мысли. А ты докажи, что так было. Вот, видишь, вот мы подошли к Мурадовскому этому. Личный доказать. У меня то же самое, это несколько раз было. Я думала, я планировала, я это сделаю, открываю Google. Такое то же самое со мной несколько раз происходило. Человеческая память может быть на самом деле подвержена различным искажениям. Это, конечно, если с научной точки зрения смотреть, человеческая память может каждого из нас, да, вот и Зазу, и меня, и Теслу привести, допустим, в такую ситуацию, что мы будем помнить какие-то определенные события или факты неправильные. То есть здесь уже каждый мозг индивидуален, поэтому я не думаю, что это какие-то сверхъестественные ситуации, которые происходят. То есть мозг передает, если не смотрел YouTube, если не смотрел какие-то моменты в интернете, да, касаемо где скачать, где купить, то я не думаю, что там что-то сверхъестественное происходит. Ты не права. Я поэтому спросил. Что человек по очереди. Можно я его дослушаю? Он говорит, я не права, можно я его дослушаю? Он тебе выдал ту страницу, которую ты можешь искать. Иначе он не можешь выдавать страницу, которую ты никогда не искал. То есть он выдает то, что ты когда-либо искал или смотрел. Ну вот, допустим, вот этот момент, да, маленький, короткий момент, который версия не подходила, да, твоему приложению. И уже интернет сам тебе подсказывает, что нужно для этого сделать. Но вот момент ниже 200 евро или там выше 200 евро, это, конечно, стоит над этим задуматься. Так же, как вот Заза сказала, рыжая женщина. А можно я еще покруче расскажу что-то? Вот, например, буквально месяца 3-4 назад. Там такие вот эти кепки были у нас дома, там Буэлберич. Суна Цуфена езали там без козырька такие кепки. Или лучше редкие, яркие, короче. И почему-то я вспомнил вот эту кепку. И буквально день-два не прошло. Я как-то ее вспомнил и сделал, что кепки шли сун езерыш. И как бы это цифровая она езер штереметик. А тут я через день-два иду в магазин, короче. И вот сколько я здесь живу уже, лет 19, да, вот в этой Австрии. Ни раз я в магазине не видел вот эту кепку. Хотя я часто там на кепки смотрю, на ремни именно. Да, вот. Ибрем, мне говоришь, что эта кепка рыжая была, маала. Нет, она черная была, и я ее купил. Хотя левую часть, если просто, что это может быть? За день до этого. Тесла, можно? Подожди, я могу попробовать объяснить сверхъестественно, цахитит и хумдуй с этим телефоном.
Это может быть вполне, что вот этот Google знает, что анализирует тебя, он постоянно тебя анализирует, он тебя данные говоришь про тебя, предпочтение, он выделил для тебя 100% какой-то участок в своем этом клауде, и там хранится что ты, причем только в понятном ему формате. Так вот, он видит, что я не покупаю этот телефон, и что он знает, что вот эти банки 100%, что они переходят на 11-й Android, и что он может просто вычислить, что мне нужен телефон меньше 200. Значит, у меня с деньгами проблема, и да еще. То есть здесь вполне может даже логическое объяснение. Но совпадение, что я именно в вечер это подумал, лег спать, телефон, и утром телефон мне это видит. Вот это уже более мистицизм. Если вы не знали, одно на компьютер влияет до опыт Шершун в 80-х годах. То есть человека сажали на кресло, ставили компьютер, и мы же все-таки электромагнитный девайс мозг, он на электричестве работает. И возможно, что мы можем повлиять на работу компьютера. И там у них были моменты, что компьютер что-то там Нет, компьютер так, интернет так не работает, во-первых. Он работает по определенным алгоритмам, которые ты когда-либо туда занес своими пальчиками, кстати. Может быть, ты 2-3 дня до этого где-то искал этот телефон. Или не телефон, какие-то цены пробивал. Из-за этого он тебе выдал... не искал. 100%. Ты, может, не помнишь об этом. Ты уверен, что ты не помнишь? Провал у меня был. Но я провал был, что... Я и сейчас даже не искал, понимаете? Даже это чисто вот показала, и все. Я не смотрел вообще никакие телефоны. Ни раньше, ни позже, ни после этого. А Тесла, смотри, эти технологии существуют уже много лет. И, лет 10 точно активно применяются. Огромное количество девайсов, которые у нас есть, особенно люди, наверное, в 99 случаях из 100 просто пользуются ими с настройками по умолчанию. Так вот, в этих девайсах, если по умолчанию эти сервисы-то они как-то зарыты, там надо еще поковыряться в настройках, чтобы их найти. Если их не отключать, телефон в фоновом режиме прослушивает практически все, что человек говорит. И вот эти вещи уходят в базу данных. Существует несколько крутых контор, так называемой таргетированной рекламы. Сейчас даже применяют технологии, когда о тебе есть сбор данных, вещей, которыми ты интересуешься, там вроде есть ограничения на личную, там все это устирается, но что касается товаров, интересов, что человек хочет купить, потенциально интересуется, есть даже технологии, их уже даже в Америке, еще в каких-то странах применяли, когда ты идешь по улице, баннер где-то висящий считывает твое лицо, распознает и именно тебе показывает то, чем ты там недавно интересовался. Вплоть до такого уже даже технологии есть. Вы можете провести эксперимент, даже просто дома несколько дней о чем-то поговорить, там, не знаю, хочу купить наушники какие-то, раз-раз, вам начнет вылетать таргетированная реклама именно вам в разных браузерах с вариантами предложений разных там наушников и так далее. Это известная технология, она есть, поэтому тут не удивляйтесь. Пути Пентагона неисповедимы. Можно одну вещь сейчас? Тут снова мы пропустили это. Давайте тезисно ответим, вот к сути вернемся. Было сделано утверждение, что все, что мы тут говорим против утверждения Мурада и Зазы, что это не то, что мы знаем, а мы просто верим людям, которые это написали. А они говорят о том, что они сами видели и прожили. То есть на это ответить хотелось бы. Понимаете? Важный момент. Эти моменты уже поколениями этими вот такими утверждениями. Поэтому на это надо ответить. И у нас наука, если наука что-то опровергает, она вот такая мистика, волшебство, оно в последний момент только допускается. То есть все варианты, все возможные, невозможные научными путями проверяются, на опыте проверяются вещи. Если мы говорим сейчас, если я спрыгну с 10-го этажа, да, что я, скорее всего, очень велика вероятность, что я умру. Нас не разобьют. Но есть еще вероятность, были случаи, когда люди выживали. Она очень маленькая, эта вероятность. То есть мы на опыте знаем,
Понимаете, на опыте мы знаем, что происходит, когда человек спрыгивает. Мы можем проверить это. А то, что человек один сам прожил, то, что он видел в его мозгу, то, что он утверждает, что он это видел, мы это не можем проверить. Он так это воспринимает. Он, возможно, 100% уверен, что это так. Но мы не можем у нас нету, мы не можем опыта провести. И мы не можем допускать, что один человек, группа людей в одной комнате, группа людей там в одном районе, на одном футбольном поле, людей, которые пили один и тот же напиток, что они не были сманипулированы каким-то химическим составом, там, чем-то еще, мы не можем этот вариант отбрасывать. Нам сначала надо все адекватные варианты проверить, опыты сделать, и только когда у нас не останется никаких объяснений, тогда мы можем сказать, что вот это было действительно что-то необъяснимое. Или же на данный момент наука это не может объяснить. Но в истории человечества постоянно эти случаи бывают. Что-то супер мистическое, непонятное, необъяснимое. Люди, кто-то пользуется этим даже, объясняя это сразу, объясняет это своими какими-то божествами, а потом наука это опровергает. Не сразу там, но через время. Или же сразу опровергает этого, кто опроверг, убивает. Всю историю человечества хадош дует. Поэтому в самый последний момент надо такое допускать, какое-то колдовство, какую-то мистику. Ты, Крича дучу, ты тажен дуч душу, а ще опыту, цундер нерабочий аргумент. Все, Я тоже, если надо, могу тоже прокомментировать. Твои науки твои науки вот этими изобретениями пользоваться, и вот телефон балбешу, и мы видим, что это работает, что они говорят. В случае, уж пользоваться, что это работает. В случае же с какими-то заявлениями, это ни о чем. То есть он гина хельмеки, но цан адам ординати проверить, да ищать, что и буду дать. В случае с заявлениями ученых ты можешь по их не все, конечно, царь дюсик, но царь, если у них телефон работает, значит царь одилан должен Бог будет, телефон Бог будет, значит он какой-то близок к истине, по крайней мере, чисто как модель. То есть ты сравнишь две вещи, которые нельзя сравнивать. Чисто камер лицан, верьте мне, сунцагина, и работающие устройства. Это разные вещи, разные уровни, скажем так, доказательств. Тесла, знаешь, что вот этот вот твой случай с этой рекламой на телефон, это вполне может быть, что твой телефон выкидывал эту рекламу несколько раз тебе по утрам. А вот как раз ты, когда подумал об этом, лег спать, что тебе надо, тогда ты сразу обратил просто на нее внимание. Может быть и такое. И в том случае, который Мурат рассказывает, я думаю, что, возможно, в этом помещении когда-то хранили какие-то химические вещества, другое, третье. Возможно, люди, которые там находились, они замечали, что там что-то не так действует на психику, и начали об этом говорить. И люди, которые пришли уже в этот данный момент, тоже находились под воздействием этих разговоров, во-первых, а во-вторых, возможно, там действительно какая-то была нездоровая атмосфера. Это тоже возможно. Пацан, знаешь, что меня смущает в рассказе Мурада? Это дверь, которую он рассказал, которую невозможно передвинуть, не приподняв. То есть она латич, ее нужно приподнять и только передвигать таким образом. То есть Мурад хадиса то есть кто-то приложил к этому усилия физически. Она могла телепортироваться. Так, вот тут это уже... Соболев, Мурат, на приход по штату. Тесла, например, вот эта система, да, которая все вот это замутила, запустила, в которой мы сейчас находимся, да, и базарим по вот этим телефонам друг с другом там, и так далее. Гипотетически, да, вот матрица такая. Ну, возможно, да, что какая-то эта матрица, вот эта система
И можно допустить, что это матрица, и можно допустить, что в ней бывают сбои, да? Или она должна быть обязательно идеальная какая-то. Может же быть какие-то сбои, и которые, чтобы занести потом следы, как бы, да, в этой всей системе, чтобы, скажем так, ну, гуч-саделить, что там на самом деле, там, как бы вот эти вот всякие, как бы следы заметать, где что вот такая ситуация. Существует интеллект Бога в этой матрице. Ну, Если да. это, если Ну, это как например, бы... сбой произошел, ты какой-то там этот Хасан Хусейн Иса Муса его увидел, но он его не может доказать, и все, чувств. Да, в данном случае только один Мурат увидел. То есть, если бы много людей увидели, так мы могли бы это матрицы сбою Ал. Или там еще какое-то объяснение, 3, 5, 10. То есть, что это реально происходило. В случае, если только один человек это увидел, то это может быть чин восприятия, случился какой-то сбой. То есть не снаружи, а мозг передавать информацию. Канал мой, по длинному каналу эта информация попадает в специальный отдел мозга, где происходит ее обработка. В этом участке сбой хилмекш. То есть если когда Ахмаба несколько человек, если из разных мест увидят, то это гарантированно почти таких случайностей быть это не может, они бесконечно стремятся к нулю. Но, вернее, бесконечно стремятся к нулю, такого не может быть, но если несколько человек увидят, очевидно, что что-то происходило, это именно как явление, то есть не связанное с их восприятием, если они одно и то же видели. В Мураде случае он только может быть и такой, а может быть и не такой, но тут мы не можем проверить из-за того, что это индивидуальное личное переживание его. То есть Шакер, он никак не может никому это доказать. Вот только себя, он сам может в это верить, потому что он в центре этого происходящего находился. Но никому доказать он это не может. Я не могу, что я вас не увидел, доказать. Я не могу сейчас доказать, что телефон. У нас вообще телефон лех, это была чистая мысль. Я до сих пор ничего не искал. Это просто мысль была. И на следующий день я это увидел, потом уже несколько дней Юха Гинсун. То есть, но до этого ни разу я не видел. Но я не могу это доказать. Точно так же это может быть просто статистическая случайность. 7 миллиардов адамду, это чисто статистика. Кто-то подумал, что 1000 человек подумали о телефоне, они не увидели эту рекламу. Один увидел, лотерею выиграл. Это бы оказался я. В чем тут проблема? Чисто статистика. В интернете ты мог просто кликнуть на эту картинку телефона и забыть про это. Это тоже был алгоритм. Совпадение. Это, я думаю, совпадение все-таки было, потому что я ничего этого не делал вообще. Это была чисто мысль. Не разговаривал ни с кем-то. Это чисто мысль была. Так мой случай покруче Тесла, которого в магазине со мной произошел, с кепкой. Рыжей кепкой? Нет, черная. Я, кстати, ее сейчас могу показать. Докажу, клянусь мамой. Тесла, у меня вопрос. Как думаешь, есть объяснение, почему сбои происходят в мозгу? Есть на это объяснение? Потому что это разумный дизайн маяци. Природно возникает. Посадить, у тебя есть гарантия, что ветка туда пойдет, сюда пойдет, или вообще не... Я могу это дерево завязать, чтобы оно росло прямо. Да, это называется, ты влияешь. А мозг завязывает, он сам по себе это. То есть там будут какие-то эти... Это как это... Это просто я пока еще не знаю, как это на это влияет. Да, как ну, с деревом. не знаешь, но вообще и мозг формироваться дешен, и бол бешен Илон Маск гайтери, и таган и явленца, чип явленца, кверчу, парализованные. Пацан, ну, кстати, шахмат шлоуш, игра шлоуш, ашука, инчи, квартицан двигать ешь, и джойстиками там. Так он ни руками, ни ногами шевелить не может, уже 10 лет он такой. И он там сидит и играет шлоуши, шахмат шлоуши. Кстати, я только сегодня про это смотрел в YouTube. Тоже совпадение. Когда они показывали вот эту картинку от МРТ, от мозга, там был хаос.
То есть, эдемо или разумный хумо ешхальч, ца проводочек какой-то рез, по этому проводочку сигнал ходят туда даешь. Вот в это. А там этого нету, там такой чудовищный, и мозг летит, ненужные, короче, 100 миллионов, короче, я шагов, вот хаос, срабатывает именно то, что, короче, вылавливается, и что-то похожее, короче. И санюкай. То есть, ша отдельно прочитать, понятие лауреат и хайошел, и сигналы по синапсам. Но когда ты 1000 сигналов, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч сигналов возьмешь, 80% будут правильные. И твой мозг интерпретирует это его так. То есть, ишпал лучше бьешь, короче, там ты вообще что угодно можешь. И бураков можешь увидеть, и аккальян, или там опиум, если хряпнуть, вообще можно и летать, и параллельные миры попадать, что хочешь, короче. А мозг мы, чудовищный аппарат, просто чудовищный. И количество вариантов, вот и синапсы еще, оно превышает количество звезд видимой нам Вселенной. Короче. Причем это ерунда число такое. Вот вариант, тебе может прийти в голову любая мысль, любая. Тесла, смотри, но опять же, в данном случае, это чисто такой сбой возьмем за истину. Это сбой, возникл сбой и какая-то галлюцинация при этом. Но в случае миража, там на это воздействуют определенные природные условия, и мозг выдает определенный мираж. Тут уже не сбой идет, а идет какое-то влияние на твой мозг. Явление. Что дело, массовые галлюцинации. Хули, значит, это явление снаружи, природное какое-то или еще какое-то. То есть в случае сбоя тоже какое-то влияние на этот мозг идет, и при этом идет какой-то сбой. А с Богом не просто так же сбой возникает в мозге, а придет. Что-то происходит, чтобы этот сбой был. Да, ты уши, все у тебя отключено, и вот канал, что шумы щец, видишь, интерпретировать его мозг. То есть он не получает снаружи вот этот мощный световой сигнал от света, от рецепторшки. А барик что но это не значит, что они там какие-то случайные там шумы шумы не происходят. А у телевизора, помнишь вот эти аналоги у телевизора, на пустом канале шум колется, да, фотоны. Да? Вот то же самое здесь, короче, когда ты закрываешь глаза, и твой мозг отрубает вот это наружные сенсоры, то каналы-то что делают? Там какие-то помехи есть. И помеха интерпретировать аппарат, он тоже не отключен. Вот этот аппарат, который интерпретирует вот эти сигналы, он помехи начинает интерпретировать, потому что они уже, ихняя, короче, амплитуда, она больше уже, чем. Видишь, там сразу забить наружный отцу, шел свет. Потому что на фоне вот этого сигнала реального, с реального мира, эти шумы, они сразу же фильтруются, они незначительные, не влияют. Но как только ты отрубил наружный свет, шумы начинают давлеть, и это твой интерпретатор мозга начинает их интерпретировать. То есть похож на человека. Раньше он сигнал такой получал, вот рыжая тут, знаешь, тоже, который я термин назначил, appointment по-английски. Раз. Он взяла бутылку, Тесла, так переставила. это рыжая, дело даже не в том, что она рыжая. Я когда увидела, что она рыжая, я знала, чем закончится эта встреча. Дежавю. Бехма, видишь, вот, например, нас слушают ваххабисты тоже, это тоже люди, homo sapiens. Терна подкорм лойвой, все-таки признать надо, глубинная, непознанная сущность человека, биология есть, и ачем нейрофизиология, а там физиология и биохимия. Кит пресным молоком, как кормит малыша сотни литров регулярно, никто не знает. То есть чудеса, они есть. Поэтому бородатые тараканы, чтобы не разбегались при свете знаниях по всем щелям, им подкорм надо кидать тоже. Хайди, у меня повторный вопрос. Как Заза относится к рыжим девушкам? То есть женщин. Очень хорошо. Будет свободные 2-3 минуты. Кстати, с тех пор, как расскажу. это случилось со мной, я очень сильно люблю рыжих. Есть такое мнение, что человек использует свой мозг. Звучало неубедительно.
Тесла, он алхит, как ты думаешь, есть мнение, что человек использует свой мозг на каких-то, скажем, по-моему, 9%. Остальные проценты мы практически не пользуемся и не умеем пользоваться. Я тебе про эти шумы говорил, вот, то есть мозг делает, ну, если рассматривать это с такой точки зрения, что мозг делает абсолютно ненужное огромное количество шагов, потом статистически вероятную реакцию, то есть чего было больше, оно сработает. То есть вот мозгу еще, а даже, например, я не знаю, просто ты посмотрел на что-то, на дорожный знак, твой мозг совершает чудовищную ненужную работу. Если ты с этой точки зрения рассматриваешь, так, да, это можно сказать, что он там, не знаю, на 1000, 1/1000 даже не работает. Но он вот так устроен, это не компьютер, который одну инструкцию за другой, там проводочки прикручены каждый к своему месту, там хаос идет. То есть в этом хаосе только так и можно работать. Это опровергнуть идея, что мозг не... Как ты объяснишь вот, способность твоего мозга энциклопедической памяти, скажем, у меня ее, например, нету. А мозг у нас с тобой, я думаю, одинаково устроен. То есть одинаково биохимический процесс происходит. Тренировки и... Мы же все немного аутисты, кто больше, кто меньше. Если сильный аутист, то у него память охуль. Вы можете заметить, как опыт хажишушун шимпанзе, да? У них чудовищная мощная память. Админ даже снится ей дочь. То есть вы можете опыт увидеть, как он этот экран, нет? Халха экран юльц, халатюцар черный. И на нем на какую-то секунду в разных местах точки шбат светящие. Ишгой царь. Вот этому шимпанзе. И сразу картинка убирается. И он тыкает ровно в те места, где были эти точки, получает банан. То есть он за какую-то, не знаю, полсекунды или запоминает все эти, где они находились. То есть мы в каком-то смысле все аутисты, и, видимо, у кого чуть побольше аутизма, у того память бывает чуть, более цепкой, скажем так. Но это дело тренировки, и память можно тренировать, кстати. То есть это не обязательно. Да, то есть Да. Ну, у кого-то рождение было, согласись? Черниговская отвечает на твои вопросы очень хорошо. Книга или документальный фильм? Нет, Черниговская. Книга это, я понял. Черниговск. Нет, это женщина Черниговская, которая Профессор, изучает... который мозг... Да, профессор Она книгу кандидат написала наук. или что она написала? Книгу Ну, написала? у нее есть ролики свои в YouTube. Она именно вот на эти твои вопросы отвечает, что мозг там на несколько процентов только задействован. Она отвечает, есть ролики у нее. Если интересно послушать. Гипотеза, да, ее научная работа, скажем, гипотеза, не доказанная. Не, она ученый, Я понимаю, ученый. Доказано, у нее есть работы, она изучает мозг больше 50 лет. Европейский ученый, социальные связи, она серьезно ученый. Она уже старая женщина. Вот Гойчин изучает опыты, у нее есть определенная статистика, есть работы других ученых, есть с чем сравнить. Понимаете? У нее вот это уже работа. Тут уже можно к ее выводам обращаться и им более доверять. Но не значит, что надо на 100% верить. Ученые тоже ошибаются. Но это более из доступных, из двух зол выбирают меньше, из доступных объяснений более рационально юрист. Поэтому... Но то, что Лаура привела аргумент, что этот человек как бы старый, типа в возрасте, старость часто приходит в одиночестве, Лаура. То есть это неубедительно зазнать. У нее опыт, что у меня работы в Лаура этом направлении. Имя? Лейла. Он всегда неправильно немного читает фишки. Ну, мозг, Лейла, да, сбой. Немного неправильно читает всегда Ники. То же самое. Интересно, ну, как мозг с тобой играет. Откуда я вот взял это имя, например. Тоже интересно. Ну, может, это знак, что мне пора менять имя тогда? Нет, это мне надо лечиться. Точно. Надо тебе. Тесла,
У меня теперь еще один такой вопрос возник. А как насчет теории вероятности? Тоже, может, у тебя есть какой-то, может, вы изучали это, знаете. Просто есть же тоже, как бы такие, знаете, с точки зрения математики даже можно тут все как бы посчитать. Как к этому вы относитесь? Ну, мы как раз говорили, теория вероятности – это статистика, в общем-то, Ну статистическая. вот, ну Может как бы да. случайно случиться. Да, ага. Вполне это может. 8 миллиардов человек непрерывно ковыряется в телефоне. Конечно, у них может это случиться. И не один раз, и не 10 раз, а гораздо больше. Теория вероятности. Численные опыты, повторение. И вероятность. Приумадать. То есть само слово за себя говорит. Вероятность. Тесла. Ну, и тут еще и влияет сам факт того, что люди хотят верить в то, что они хотят верить. Извиняюсь за тавтологию, да? Поэтому как бы так. Да, Цаморова Вистхалгаш, мы ему не даем слова. Артур, вот Вистхалгаш. Да, если есть время, я хотел рассказать одну историю. Она немного бытовая, конечно, но она интересная. Как раз у нас по теме. Случилось лично со мной, и у нее есть 2 свидетеля. Это как раз о том, что вот было бы неплохо свидетелей. Хотя уже один не жив точно, к сожалению. В общем, после первой российско-чеченской войны я попал в Ингушетию. Я приехал туда, и там меня приютила одна семья. Ингушская семья из села Барсуки. Ингуши это село называют Бурукл. В общем, хозяйка этой семьи, Лиза ее звали, вот ее, к сожалению, нет в живых уже, Далгеш Дойл. Она была обыкновенная такая женщина, вот в хорошем смысле, без всякого сарказма, типичная войнашка, необразованная, к сожалению, там книг явно не читала, такая вот, ну, живет своей сельской жизнью и все. Поэтому она верила во все эти вещи, и в джиннов, и во все на свете. В общем, в один день ей нужно было поехать к какой-то вот такой вот девушке, вы про такие, наверное, тоже слышали, которые с такими вот джиннами общаются, предсказывают, будет, не сбудет, волкыла, цахыла, вот с этой, к ним часто обращаются такие вот люди. Типа, ну не то, что погадай, а предскажи, спроси у них, получится, не получится, будет там как, там сыну повезет, не повезет. Короче, с такими вопросами она туда собралась. Ее сыновья были где-то там заняты, а ей кто-то нужен был сопровождающий. Она попросила меня с ней съездить к этой девушке в другое село. В общем, мы приехали, обыкновенный ингушский дом. Девушка мне показалась немножко такой, знаете, такой она очень грустная такая была, такая вот замученная прям. Она, причем эта девушка жаловалась, что эти джинны, с которыми она общается, ее бьют. Я вообще не из этой серии, я неверующий в этом смысле. Фома, все поддаю критическому мышлению, сомнению. Я поэтому не религиозный, потому что у меня мозг устроен так, я не могу верить, мне надо знать. Верить я не хочу, я хочу знать. Вот поэтому я, конечно, не верю в эти вещи до сих пор. Мы к ней зашли. У этой девушки, значит, там отдельная специальная комната для этих всех вещей. Посуда стоит, она утверждала, что она кормит их с этой посуды. И все это меня, конечно, развеселило, и я с полным неверием всячески все это показывал, озвучивал. И вот в момент, когда они сидели, общались с этой Лизой, Лиза задавала этой девушке вопросы, та ей отвечала, говорила так и так, жаловалась на то, что ее недавно побили, и вот она себя плохо чувствует. Я вслух, настолько меня это возмутило, вслух стал высказывать свое недовольство какое-то, не знаю. В общем, может быть, не очень красиво себя повел, но без наглости просто сказал, я вот в это во все не верю. Я им это озвучил громко, сказал, это все вообще ерунда полная, я в это не верю, этого быть не может вообще никак. Все это сказки. И именно в этот момент мне стало так плохо, что-то меня схватило, я схватился за стол, и от страха я стал им говорить, что мне плохо, мне плохо, в общем, мне стало очень плохо. Лиза, конечно, стала причитать, ой, вот это все.
Но потом я анализировал, вспоминал ситуацию, меня поразила реакция девушки этой. Но потом она меня поразила. Она, как это, для нее это было как будто, она не удивилась. И все, что она сказала в этот момент, она повернулась к Лизе и сказала, на ингушском она сказала, сейчас они его побьют, то есть они причинят ему сейчас боль. То есть они, как это звучит по-ингушски, я точно не знаю. Лазарусу кенке, по-моему, так, вот, может быть, кто-то знает ингушский язык лучше, вот что-то такое она сказала. В этот момент мне за всю мою жизнь много раз было плохо. И давление, и отравление, и все на свете. И в драке я и удары получал. То есть я знаю, как и мы, все разную боль. Вот такой не было больше никогда. Она была абсолютно какая-то не от мира сего. В моменте мне стало плохо. Это длилось, может быть, секунд 7-10. И в моменте меня отпустило. И опять стало все, как и было, ровно. То есть какая-то сила показала мне, что ты, парень, много не болтай, мы здесь, вот мы тебе даем понять, что мы здесь. И если будешь много болтать, мы сделаем тебе еще хуже. Вот примерно так. Я много раз анализировал эту ситуацию, все что угодно же могло быть. Мне реально могло стать в этот момент плохо, но согласитесь, это какое-то эпическое совпадение, какое-то легендарного шанса. И так плохо больше не было ни разу. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного и не хотел бы. Это первое. Второе, я, конечно, не знаю, что это, никого я не видел, акустических галлюцинаций, ни акустических, ни визуальных никаких не было, ничто не лето. Там была обычная комната, я был в полном сознании. И мне всякие версии приходили в голову, вплоть до того, что вот эта девушка сама могла обладать какими-то настолько какими-то мощными, неординарными способностями, что могла на короткие расстояния причинять какие-то там дискомфорты человеку, вплоть до этого. Я не говорю, что это были джинны, там, я не знаю, что это было. Я просто говорю, что что-то необъяснимое, что-то неординарное, любой расклад из этого, какой вот не выберем, он все равно будет из ряда вон выходящий. Это случилось лично со мной. Я, конечно, не говорю, что это была какая-то потусторонняя сила, но то, что что-то удивительное, что-то из ряда вон выходящее на этой земле есть и происходить может, это вот точный факт. Я вам это говорю как очевидец. Наркотики я не употребляю. На тот момент я даже не знал вкуса алкоголя. Потом с ним только познакомился. Так что абсолютно в здравом уме и молодой, красивый, сейчас просто красивый, к сожалению. В общем, вот так вот. Артуру, я просто могу в своей жизни знаю несколько людей, случаев, историй, 100%. Один ситуации и своими глазами видел, лично знаю таких людей. Были они сейчас мертвые, просто сейчас в этих чатах я вообще никогда не буду про это говорить, потому что это бессмысленно. Но Артур, что с Артуром происходило, я таких случаев в своей жизни, но это не со мной происходило, но я свидетель таких случаев и знал таких людей, которые, как женщина, которую он сейчас рассказывал, несколько, штук 10, так примерно, плюс-минус. И вот эти джинны, которые мы сейчас, допустим, пускай это будут джинны или что-то другое, они вот конкретно, которые эти люди с ними работают, они бьют их тогда, когда они именно помогают этому. По сильной просьбе это лекарь, скажем, или колдун, или кто-то соглашается помочь этому человеку, клиенту своему, он заранее уже знает, что его за это будут бить. Но он уже в сговоре с ними, как бы есть такая теория, кто верит, тот верит, кто не верит, это уже его право.
Ну вот я не знаю, как это объяснить. Я, конечно, ни в коем случае не говорю, не называю, никак не определяю то, что случилось, но то, что произошло со мной, это поразило меня, это удивительно. И какой бы расклад в этом бы не был, он все равно экстраординарный, потому что ко мне никто не прикасался, я ничего не употреблял. И когда мне стало плохо именно физически. У меня что-то схватило, меня перехватило дыхание. Я вот-вот упаду, потерялись силы. Вот как будто из-под ног всю опоры. Я схватился за стол, стал говорить, что мне плохо. И поразило, именно удивила меня реакция этой девушки. Она не удивилась ни грамма. Она... Первое, что она сказала этой Лизе, женщине, в семье которой я жил, она сказала, сейчас они его побьют или что-то там покалечат, что-то такое она и сказала на ингушском. Несколько, не больше, и меня отпустила, то есть как будто кто-то мне дал, парень, не выпендривайся, ты вот пришел в гости, сиди спокойно и много не болтай. Вот на это было очень похоже. Ну, вот самое, что удивительное, странно почему-то, она продолжала жить в этом месте, если все знали об этом событии. Ну, вы как бы задавали вопросы ей, в принципе, почему она здесь живет, почему она здесь остается. Или были ли какие-то следы того, что каких-то избиений? Еще учитывая тоже энергию такую, что она Мне, тоже конечно, она мотивировалась этих следов показать не могла, она войнавская женщина, вряд ли бы она мне показывала тело, синяки на теле. Нет, я имею в виду на лице, может быть, что-то. Не, на лице не было, руках. она говорила, что именно вот плечи, руки, вот эти места у нее были побиты, а что касается, почему она там живет, там вся семья жила, то есть она не была отшельницей какой-то, то есть она жила в семье, в этой семье было много людей, это был дом, у нее в этом доме была своя комната, там были ее братья, может быть, муж, я не знаю. То есть она жила в нормальной большой ингушской семье. То есть это она не жила где-то отдельно. Извините, пожалуйста, что перерву, просто один вопрос меня мучает, как говорится. А почему со всеми на контакты не идут эти джинны, шайтаны, не знаю, злые духи? Почему-то почти за 40 лет ни разу не встречал. Был в страшных местах, ночевал в страшных местах, не знаю, где меня только не было, где даже нога человека не ступала, побывал. Ну, как-то не встречал я просто. У них тоже свои избранные. Они тебя боятся, поэтому не подходят. У джиннов, у шайтанов тоже свои избранные, как я понимаю, как и через религию избранных выбирают. Я так должен это понимать. Я бы хотел просто сказать, что... Очень простой ответ. Сила Я просто хочу уточнить, что я не классифицирую это как встречу с джиннами или еще с чем-то. Я просто рассказываю, что был случай, который я не могу объяснить. Поэтому у меня, к сожалению, нет ответа или опровергнуть. Наверное, вот то, что ты говоришь, это имеет место быть. Брат, Бехмабила, там есть одна вещь. Когда еще вычислительной техники не было, Фрейд и подобные давно объяснили. Сознание, подсознание, две комнаты всегда рядом, между ними дверь. Со стороны от сознания в него легко открывается по системе Ниппель, причем работает. Справа налево редко открывается, как ящик Пандоры. Помимо большой энергии, еще большая информация брызжет там. И тебе кажется, здесь сейчас всегда так было, я рожден для этого, мне миллиард лет. Это, вы что, о чем говорите столько долгое время? Психоэмоциональный ум, если вы обсуждаете, надо выбрать, вы что, впервые, хотя ладно, нормально, забудьте. Можно один разок? У меня вот была тоже такая дежавю, не то, что дежавю, там, часто хуларишь, там, масана, тоже сбой матрицы. У меня была ситуация, вот, Такиноер, полицейская академия, Бош. И там в конце, в начале, в середине фильма кто-то, когда садился, вот сказал, ау, или раз, сказал, жалный слух, короче, там, постоянно. И жалсан, цанэквас не свелаксон. Одно и то же, я сейчас уточнять не буду, что со мной за ситуация была. В одной и той же аналогичной, вот, одинаковой ситуации, вообще в чужой республике со мной, когда это аналогичное произошло, и в нашей республике со мной это произошло.
اشت واحد جالسن بوخا هاو اشت короче إنا يقوس نيس ولا قصونوها Там дис мегадари. Все, нахуй иштом шалир. Хеса квир ши, непонятное умещение, там велох ши, там дальбоса. Ее водили к врачам, водили в войска, потом повезли там женщину далее, это центр, исламский центр, ее там жин эрдок бош, там возили туда, там киш, там по частным там этим, ердеши, воздеши бош. К нормальному врачу попало, выяснили анализ крови развернутый, сделали, что нехватка железа в организме. Прописали капельницу, и прошло у него все нормально стало. Но нельзя опровергать, что нет какой-то энергии определенной. Просто она есть, существует. Энергия, с чем гипноз, скорее всего, гипноз девший, там кто-то возили туда-сюда, он гипноз сделал гипноз ему, что там страх нагнал ему. Может быть и такое, плюс Artur, действительно... Detvoja tāsjog i ceļujuši atšvars 97 года социального отцомшах тиеш, ну сам вообще я цугайна вообще вещь это цомшах бахар. Цаушей кешта цалили ни харти ни вожди ни цаштомш хобшта зудю бах гымся. И эле вайтауэш ял. И по дороге цуна уэлши цавеши даваса цуц. Jo izuda xawi etmoish yoqtayr tsadu is sa'dik u tar o shuftiqe tigar wari yo ut alech tsadu chu izud tert qamel de shu no sanawasti de tert aso yila ul lech yoqtayr tunaq tawish to duch do hum shi tar hayali tari إيش ليش دو سيوق حاج أتزوجو بقرش يل إيش تيحقن سيوق دات حاير والله بقرش إتاس حاير تتعنشتر دوق تاس خلق تا إلمين أو جيناقشنا دوش دوق تا دوق تاس إتاس حاير تحول دعوة حول يرديت قويون ديتش دو تير دي أساد دير تير تا شريشنش بوز ديتش يقير تا ديتن تبيق عجينا حول يرديت دولش دعوة أستيش والله حداعي بك دعوان أسبوع ميشا وقع بوع دعوة حقيقة تعجين بوطو ميشا إش بيال عيتس وو إتسر حق أحكي إتاس شو الله حداعي بوطو وتسيحت والو صدان أخويت دي بوش سيدقا إشتيت أعمى باختو نغتويش ده تعلي ليش ليل ديك بوش حواق شو سيله بچتي إتاس حالدوزين أسيله شوت وو هنس دو أردون حدا إتاس يل حدا كيك تعوت شوي قناخ يل تعديش بوايش يل وتاق تحت ويلسو إذن دي وقو هوليل دوتي دبوش تا حكي يجين سو حكي يجين إله كي يجين وسوق يرش تعوينان بيكسن تعهم حقي تقتو الصوت بوبوش عشوي شتاقيت حيوج إتن تعوم شديد وتيحتي شكوارت الليستوش تعير ليزي تعوم يعيشو لحيين ديل داو سيت بوبوش عشمو سي هقو هليل دتيان بوش إليزو حق تعيت إقيهم يات يقع تستين تحستمي تديتشي تبال بوتو يقع دان I byråmit åkjubär med som tänkte då här byråmit åkjushun här hon hade nagdushun här sättin hastam hon hade shun sättin bushun i mel sättin melbo i tag här det hon hade shun dushun borsa ist et no temne menit a dagchu atsati shirk sotunach mo shesh tsadin sa khil mego qari al no faksh حقير ديسيون دير دادو يبقى حقير ديسيون والله بقرش
التاسع يتعولي الله تحداع يلشسو اتيا تياتي لسه بعضك دي شوقوية بيحكي لا تبوغوشي يقر واقر وغاوان شا موش شا وعدي لغرسو اتيا شا تعدو لغر مكسو اتيا может быть соцсети ну факт что совершенно барген хагином дерсон из Ну, халумадати, например, со HD, со ووزيت مثلا قاعدة اللي يلدموت اشتاق أسا دو خطيبية إلى اتيا تعوم تعيولس أو توي بالاكي بوي ومش ثاني أولو وشا ولو اتيا تعوم تعيول نو عياقة ولي تاقع إتاس دوز دوات أس إكيا دو يوكي باكي عجا بوشات موتر شالي الواشا عجا سينس دينك هر دون وش دون بوشي بيتش سجا يتملو إيش تدم دو гордов джейнт ак. هم шлилин хиламиг ахч дахя, не знаю, факт, что... Но сон социацию цусы, its эяхкар яхциацвалирсо, да, так, вожам ассеравно так, эцелейтирас, Он ашьяшай на нукак. тебя вычислил, что ты не веришь. Да, Супер, хоккеяш супер, та Энтер. цанци башт бин ца дин хирду кокуя, лишь цадагут эцелейтирса даже и... Ну, факт, что иш цусай, эяхш, и ударстиян, да, и что он задуматься, блин. И гадал, Она вычислила, что ты не веришь. Она поняла, что ты не веришь. Saviesh left well. Цыган колдуныш, цыган, цыган шукай колдуныш гадал, массан шулюка, массан юка шулюку. Тем не менее, Гитлер даун сахлаце. Анекдот, тут Гипноз Сталин. ешь, Гилишин. У нас на сеансе присутствовали, когда гипноз ешь. Сокеш вуйох, чуа. خش صونو Микрофон غزو бordеш. غزو Сокеш вуйох, сот ол да камелдеш, мухуца шави. يلا Сомал бог беш ясмар чуарсе, давайте. Вистхал, психиатр, вистхал. Психиатр даже выучил. Вот спокойно, он задогнет, ешь. Психиатр, видишь, лаву. Радис тхилшай метца хоч, камелдеш хачим юктефтнас, аума да сомса микрофон юахна мэрчуа. Таван просто слишком Чтобы жаркий. на будущее, чтобы вы знали, человек там на чертовое колесо в Уилсонах, аттракцион Диснейленд сядет, угрозу жизни почувствует там на каруселях, горках американских, и у него кубически воспринимает все. Его жизнь за секунду пробегает перед ним, как действительно умирающий, оказывается, каждый из нас, когда умирать будет, вот так будет воспринимать все. Кубически, вспомнить все, что у тебя в голове есть. И мы сейчас, ответ такой, мы одновременно, как эти, ну, там положительный ответ, но давайте все-таки по порядку говорить, по очереди, вернее. Да, тогда я скажу. У каждого человека, вот каждый человек, верите вы или нет, обладает своей энергией. Кто-то харизматичный, вот энергия, это все энергия, харизмы, уныние. И вот как вы, например, вот такое явление объясните, как, например, вот встречаешь человека, богатина яц адмо, он даже рот не открыл, а тебе этот человек уже не нравится. Или наоборот, ты человека не знаешь, а прям какие-то чувства, вот, и хочется и помочь, и заговорить, и раскрыть душу. Вот это вот чувствуешь эту энергию. И Канто Дейцнардацер, Милвар, не помню, Артур, по-моему. Вот, наверное, эта женщина обладала такой сильной энергией, что вот так вот на энергетическом уровне тебя побило. Тебе не кажется? Ну, я вот хочу подытожить. Я, конечно, точно не могу объяснить это по сей день. Это одна из немногих ситуаций, которую я не могу точно объяснить. И я точно не классифицирую это как что-то, ну, вот из Джейна, я не знаю.
легко могло совпасть так, что мне действительно в этот момент самому по себе стало плохо. Все-таки там, на войне, как и все вы, я насмотрелся всякого, и смертей близких, друзей, и всего на свете. Плюс я здорово недоедал, я голодал в эти моменты. Там, до этого у меня и обмороки голодные были. Там, как и все, как мы все, я тоже нахлебался. И вполне возможно, что даже мой молодой организм именно в этот момент дал какой-то сбой, и мне поплохело. Но больше такое поплохело я в жизни не испытывал раз. Плюс именно в этот момент, согласитесь, какое-то эпическое совпадение, чтобы именно в этот момент, когда я им высказал свои недовольства и неверие тому, что происходит, именно в этот момент мне стало так плохо, как больше никогда не было. Но точно и логично объяснить я это, к сожалению, не могу, поэтому вот... Ну вот она это и сделала. Тесла, как ты это объяснишь, когда люди... Да. Слушай, я попробую. Артур, ты знаешь, как гипнотизер выступает в турах? Они там стоят улицу, голосом, и потом они на сцену утаскивали тех, кто уснул. То есть какой-то 10 или 5% людей, они так называемые относятся к категории легковнушаемых. То есть халду. А вот на эти 5-10% можно там что угодно им внушить. Это полагается вероятности, кстати, он действует. Да, Артур, ты вот он сказал, вы уж гипнотизер, ты легковнушаемый или нет? Ты знаешь, точно проверялся? Нет, не проверялся, не могу сказать точно, не знаю. Можно тебе то есть обыкновенный гипноз над тобой совершили? Такое может быть, но тогда эта девушка обладала какими-то нереальными способностями, потому что со мной в контакты она не вступала, каких-то манипуляций точно, она просто сидела, они сидели ко мне боком, я был на другой стороне комнаты, и она разговаривала с этой Лизой. И Лиза у нее спрашивала, та и отдавала вопросы. То есть любой гипноз предполагает какие-то манипуляции или маятниковые, или еще какие-то, или контактные, там, не знаю, там, тактильные. Чистый голос. А как она, то есть я с ней не контактировал в этом смысле, поэтому если у нее и были такие способности, то, ребята, она там Копперфильд отдыхает тогда, ну, не знаю. Голос, он, гипноз, ящик, это вообще-то говоря голос, больше ничего. Да, такое тоже возможно. То есть это имеет место, то, что ты говоришь, это может тоже быть, да. Хотя я из Яйцерку здесь случай, где грузинский отец, который мне, без голоса, чисто вот этим взглядом, я физически почувствовал, что она пытается мне какое-то воздействие сделать. Вот я эту историю твою вспомнила. Да? Я не поверил, что это можно до этого. Тесла, а что такое гипноз? Это можно как-то научно объяснить или это тоже мистика? Почему люди могут делать гипноз? Не, это не мистика. Когда ты спишь, ты замечала, что ты как бы короткий память даёлог, то есть ты знаешь, что это ты, но ты не помнишь, что днем происходило, там, хотя блокированный юг, как будто ты это, вот поэтому ты и веришь снам, живешь во сне, веришь, что все происходящее настоящее, потому что тебе заблокировали вот эту свеженабранную днем, там, я последнюю, может, неделю память, или даже еще больше промежутки, я не знаю, тебе просто блоканули. Память мою, человек, это всего лишь память его. Там. И вот раз тебе жесткий диск отрезали, у тебя только что в кэше. Там, или что-то. Как она может создать боль через гипноз, не дотрагиваясь до человека? Как это возможно? Не, боль, она тебе воспоминания о боли просто тебе это имплантирует, скажем так, в кавычках. А на самом деле никакой боли не было. Ему же было больно. Как она смогла залезть ему в голову, отключить ему какую-то там короткую память и сделать так, чтобы он вспомнил о боли? Как она так может? У человека есть болевой центр. И рядом с болевым центром эмоциональный центр. Все герои имеют боль пониженную от 70 до 90%, это официально.
Вы что Но это, думаете, все, нет, но все это герои... понятно. Я понимаю, что есть боль, это все Да, она понятно. тебя Но не я хочу, программирует как бы. мне нужно объяснение, как она может дотянуться до Да, я этой сейчас точки попробую. и заставить, А, чтобы ему было больно. Ему как бы больно не будет, но он думать будет, что ему было больно. Внушение. Вот эти гипнотизершки, не он, они там, выходите, затаскивают на сцену вот именно этих легковнушаемых, на которых вербально через слова можно вот их эти центры задевать, мозговые, в той или иной степени. Их затаскивают, им говорят, вот душун, собирайте. И они там ползают по этой, кстати, такие в полудреме. Ползают и собирают яблоки. Потом одной говорит, Алла Пугачева, пой как Алла. И она поет как Алла Пугачева. Ну, естественно, дурным голосом, но песню поет. То есть, и что, одни ждут просто, что они как бы менее защищенные вот от такого воздействия, от такого, скажем так, вербального нейропрограммирования. А фактически тебя программирует, и залезло им это через вот интерфейс ихнего слухового аппарата, залезло им как бы в мозг. Конечно, не полностью, но и что-то задевающее. То есть, получается, она залезла в мозг Артуру, и словами сейчас они его побьют, заставила его поверить в это и почувствовать боль. Получается, так? Здесь надо уточнить, она сказала эти слова уже, когда мне было плохо уже какое-то время. То есть, когда я им показал, что мне плохо, они обратили на меня внимание, я схватился за стул, сказал, что за стол я стоял в этот момент, и сказал, что мне плохо. В этот момент эта Лиза стала что-то причитать, она испугалась, а та девушка, Лизе, обратилась, так сказала, тоже так, занервничала, сказала, они сейчас его побьют, сейчас они ему, сделают ему больно, вот так. То есть уже... Артур, Сунуман ответит, дорогая, вот эти люди, которые на сцене за яблоками ползали, как Алла Пугачева пели, и еще кучу дел над ними, они издевались, что они делали. Лишь потом, про Самбяхач, они ничего не помнили. То есть и остальные им рассказывали, а вы это делали, они не помнили ничего. То есть мы не можем полагаться на твои ощущения, поскольку ты как бы объект воздействия. Что ты не можешь временные говорить, что мне тогда было, и это было больше. А видите, сейчас, потому что ты объект воздействия как бы. Можно еще версию добавить, коротко. Может, просто вся ситуация на него тоже повлияла, психически тоже. И может еще быть, что ему что-то подсыпали, там, вариантов, еще много чего. Может даже быть человек, женщина, с которой он туда приехал, что она тоже была в курсе, я не знаю, Гель влияет, не в обиду, вообще, как опции, такие варианты исключать нельзя, что она тоже в курсе этой ситуации была, и там раскрутка шла вообще бизнеса этого. То есть там есть много версий, которые можно сначала допустить до того, как мы ударимся в мистику. А так, этот мой вызов на меня вот эти джиннов, короче, чтобы проверить, короче, чтобы я был окончательным доказательством, он все еще в силе. Так что у женщины была сильная энергетика, потому что люди с сильной энергетикой, они могут влиять. Они влияют. Тесла, вот про эту энергию, да, вот в последнее время очень много говорится. Ты бы мог бы объяснить вот как-то коротко, доступно, имеет ли она вот энергия, как она, есть ли вообще в научном понимании негативная энергия, позитивная энергия, и может ли она вот как-то влиять, и как вообще, что это такое, с чем это едят? Нет, и научницы говорят, что там биополя есть, что мы можем задевать кого-то, но что мозг все-таки в каком-то хаосе электромагнитного вихря мобуевой массу, и что мы можем там, не знаю, в резонанс попасть, то есть какие-то мысли, Саган передать, или какие-то там другие какие-то явления. Это, я думаю, очевидно, что такое возможно. Но как бы опять-таки это все чисто поле для спекуляций. Нету никакой научной работы, которая там, телепатию доказывает, или телекинез, или какое-то информационное воздействие нашего мозга на что-то. Такое я нигде не слышал. То есть это все-таки
поле для этих фантастов, там, спекулянтов. Там, А как тогда эта эзотериков. грузинка на тебя повлияла? Вот это объясни тогда, раз это не существует. Вот это я не знаю. Как бы я вообще считал до этого, скажем так, что глаза это пассивный элемент, приемник. То есть глаза ничего не излучают, они только принимают. Это как, ну, как этот радиояц, когда мы слушаем радио, это приемник. То есть он ничего... Там есть, если это, не знаю, супер гетерогенный приемник, да, там есть свой генератор частот, который промежуточная частота, выше выбитие из основной, он там что-то излучает. То есть не совсем... Но если мы чисто там возьмем какой-то прием, не гетерогенный приемник, а вообще, скажем, я не знаю, на кристалле какой-нибудь детекторный приемник, если мы возьмем, это чисто приемник, он ничего не излучает. Точно так же глаза это как бы чисто приемник, они ничего не излучают. Глаза, они излучают все. У нее эти глаза и вино мелла, что они там, у них там какой-то шнапс был, у них, короче, у нее так, немцы ж глицерн, блеск, что он блестит, и макияж держит, видимо, короче. И она как будто у нее из глаз вот как излучение вечно. И она со мной, нормально так, я слушаю, и она резко какой-то, на секунду она включила на полную мощность что-то. И вот прям под коркой мозга у меня давление, короче, и видимо, вот и легко внушаемый совод сделала, на меня это не сработало. Значит, моя мать тоже рассказывала, что она в России фермы Буалбешен, они с доярками пошли на гипнотизера в райцентр. И вот этот гипнотизер вот эту свою обычную процедуру провел, которую они, наверное, 100 раз слышали, кто постарше. То есть из алчах он и хамяльдуш голосом начал свой гипноз. И, скажем так, каждый 10-й или 20%, там, конечно, не меньше, по-моему, каждый 10-й из них кто-то уснул. И этих людей вывели на сцену, там, человек 7, и над ними начали вот так, иди вожди Бож. Сначала он сказал, я вру, я ошибаюсь. Сначала он сказал добровольцы, то есть всегда до царя. И говорит, я, короче, тоже решила, я это не верила, я тоже вызвалась. И с ней вот эти ее доярки, эти подружки тоже вызвались, они на сцену стали, и он вот их, короче, эту усыпил, к матери подошел, и она говорит, я не уснула, то есть вы можете садиться и лошадь бахту. И говорит, она рассказывала, что у меня что-то вот действительно ощущение было, что под мозге, что какое ощущение было. Она тоже, кстати, это рассказывала. Она села, и потом эти начали, и Аллу Пугачеву, и за яблоками, и все такое, короче, обычнейшая их процедура. И это были не подсадные, потому что они могут быть этими ассистентами. То есть это 100% означает, что гипноз работает в ее глазах. Там доказательства, да, военным, понятное дело, это только ее личное это ощущение. Вот вот я вот это помню, что она, возможно, она говорила, но в том-то и дело, что и давление яшен, я голос ее не слышал, наверное, может, и покалывание, и под черепной коробкой. Техника гипноза обладает, агент Широки, по-моему. Вот я уже почти поверил в это, хоть я и этот чувак, любитель научного, технического всего. Я почти поверил, что она попыталась меня гипнотизировать, скажем так, в кавычках. Боль – это самый защищенный канал, куда не прослушать его невозможно, интерферировать ему невозможно, ему помехи оказывать невозможно. Самая мощная вещь в человеке. Даже его можно от 70 до 90% подавить за счет эмоционального центра. Герои всех народов в истории, они ощущали боль не так, как мы. У них она подавлена была, более того, она стимулировала на подвиги. Это официальная справка, между прочим, так что продолжайте, нормально все.
Кстати, и когда над этим гипнотизеры над этим прикалываются, они вот вас сейчас водой наливают, вот она горячая, и они там это, как будто действительно чувствуют горячую воду, и гумш дел душанца. То есть они уже под полным контролем его свой гумдич. Именно вот это... Тесла, нечувствительность к боли, это же тоже есть, Вера. Наследственное расстройство нервной системы, наследственно это бывает обычно. Шбат прокаженный, шбат цара чувствует своем. Если проказу запустить... То есть нарушение нервной системы. Лепра, болезнь Хансена. Не, помнишь, там круговые обороты там, вокруг своей оси суфийской, зикрыч, так обряды совершить коллективные. И все, ты боли не чувствуешь, что тебя режут, пыряют. А с Бога это буквально вот так. Это просто адреналин, это обезболивающее. Ну, раньше, если ты не знаю, помнишь, стоматолог, адреналин, то хорошо, чтобы обезболивать, еще там в начале 20 века этим занимались. Это адреналин, он в больших этих порциях закачивается в кровь, и это как бы обезболивающее. И это не связано, скажем так, отрубанием канала. Было Тесла. Все-таки адреналин это когда там машина, собака, противник напугал. А норадреналин это когда ты подвиги совершаешь. Там уже разница есть. Герой и обычный потребитель. Во-вторых, запомните, там как Дон Кихот, если как если быть начитанным, как Дон Кихот, начитанным рыцарскими романами, поверьте, вы не только будете не бояться, вы наоборот будете приключения искать. Но таких людей давно перебили, волхвы, ведьмы, но вы еще и боли во время битвы не будете чувствовать. Вот в чем прикол. Норадреналин, во-первых, тоже признанная вещь. Подвиги. Ну ладно, все, у меня все. Спасибо. Тесла, ну согласись, гипноз, он же чаще всего предполагает нахождение в трансе. Для того, чтобы человеком управлять в гипнозе, человек должен поддаться и быть в неком трансе. И часто, как ты говорил, они не помнят, что происходит. Ну вот у меня... Да, ты помнишь свой транс, это как бы в том-то и дело, что ты не можешь помнить свой транс. Да, для тебя все это был прекрасно переход. помню. И был в явном уме, в ясный ум, все, что происходит. Я даже сейчас эту комнату визуально могу воспроизвести все до, Вот этот провал, когда гипноз совершили, и выход из гипноза. То есть и провал ты не можешь помнить, если гипноз хилля, бас. Можно я тоже скажу? Я не думаю, что на него был гипноз, потому что гипноз ечхайнаца, предварительно у них бывает процедура. Они что-то говорят, усыплять вверх, хабош, сразу цахоли гипноз. Не думаю, что это был гипноз. Я сама присутствовала на сеансе гипноза где-то у нас в Грозном, когда еще в цирке показывали. Приезжал какой-то гипнотизер. И вот, и он тоже начал, он сказал, скрестите руки так, что пальцы рук скрестите, он сказал, и начал говорить, ходил по кругу, говорил, и потом говорит, разомкните руки. И были люди, которые не могли их разомкнуть. Девчонка, которая со мной была, она тоже не могла. А я ей говорю, разними. Я думала, она притворяется на самом-то деле. А он подошел, он видит, что она не может открыть, а я хочу ей раскрыть эти руки, и это самое, та их не раскрывает. И он начал, показал мне свою руку, у него на одной руке была нарисована точка. Он показал мне свою руку и сказал, смотрите на мою руку, на эту точку смотрите. Короче, он держал ее перед моими глазами, но абсолютно не влияние Иисусу. И тогда он девчонку, которая с руки сомкнутые были, ее взял на сцену, и она Ахмабахар и пела там, и танцевала. И потом они в детском саду в игрушки играли. Короче, все что угодно. А потом, когда я ей рассказывала, что все это было, она мне не верила. Она говорит, неправда, я даже не выходила, она говорила. Я говорю, как ты не выходила? Нет, говорит, мы с тобой сидели и все смотрели.
А что мы смотрели? Расскажи, хадица цахарцу. Вот я не помню, о чем мы смотрели. Ты не Вот так права что... в том, что ему нужно время. Нет, не нужно. Он просто шуюкля и выбрать для этого дешхле, а не просто потому, что ему нужно было время для транса. То есть он должен легко внушаемо выявить. Ему не время нужно, чтобы легко При этом Тесла, согласен, режиссеру нужно какие-то манипуляции проводить. Он должен контактировать с целью. Он не может это делать повернутым. Этого помнить, тебе только что сказали. Тебе только что сказали, что ты не будешь этого помнить. Да, это возможно, что он просто не помнит. Это возможно. Понимаешь? Ты можешь, как вот... забываешь сон. Да. Забываешь сон. Просто человек выпадает из этого куска времени. Он хорошо помнит то, что было до того, как у него это самое, он клюнул на этот гипноз, и после того, как он проснулся, и все. А между этими двумя периодами он ничего не помнит. Возможно, что это самое, Артур Уи, он тоже, возможно, просто не помнит. Да, но только тут есть один фактор, это Лиза, с которой я с ними прожил в их семье почти год. Мы это много раз обсуждали. Никакой от нее информации, что была еще какая-то дополнительная сцена, не было. Мы это много раз прокручивали, много раз обсуждали, и никакой дополнительной информации я от нее не получил. Иначе белые бы пятна, они бы появились в этом рассказе. Их не было. То есть я не в трансе, он исключен. Лиза все-таки в этом смысле объект бесспорный. Тут была версия, что могла быть она с кем-то в сговоре. Хорошая версия, но нет, конечно, нет. Я прожил с этой семьей долго, и нет, там не тот случай. И гипноз, например, и гипноз, отцуч, он ницбешцин, гипноз, селуш, и в любом случае спецслужб, связанных или еще, царь и иштитуриецер, шоло дала спецслужб использовать или лишь ханана цюнцер и гипно все это, чтобы ее не раскрыть. В советские времена они все были на учете в КГБ. Смоделируйте ситуацию. Грубый пример сделать, очень грубый эксперимент. Было на человека одеть очки специальные, которые просто зеркалами, линзами переворачивают изображение. 2-3 недели в них походил, там с тебя их снимают, и ты все перевернуто видишь. Мозг, ты что, в том-то дело, Бог там, это существует все. Просто чтобы бородатые тараканы не вмешивались туда, вот в чем проблема. Разумеется, там чудес хватает, тем более мы эманацию хаваем через Эммануил, башка, монас наш. Ты что там, Пандора, мягко сказано? Som bjäkma billus juat Артур согласись, мы опять же пытаемся что-то дообъяснить из одной из перемены, то есть твоего рассказа. То есть у нас нет других данных, кроме твоего рассказа и твоих ощущений. Да, поэтому вот я просто предлагаю смоделировать ситуацию. Смотрите, это все-таки вайнахская семья. Первый раз в жизни к ним в дом приходит незнакомый абсолютно парень, чеченский парнишка. Она наоборот, она максимум со мной поздоровалась, все, она там дистанцировалась. То есть ее поведение, модель поведения чисто вайнахская девушка, женщина, она старше меня была, не знаю, сколько ей там было, лет 30, может быть, тогда. Вот, и то есть у нее минимум набор со мной контакта был минимальный, просто хамди, хамдац, как вот по-ингушски она там, и все. То есть там никаких не было, ни общения, ничего. Я пришел как гость незваный, и все, она дистанцировалась, и все общение у нее было только с Лизой. Это тоже надо понимать. И все врете. Да, скорее всего, да. Очередную песню придумал, да. Marş oldu mu Serga? Марш. Şu hinsa duy genç duy saçol şervol şaşvorsa.
Джинстан, чуть ариус, ашварил. Мьют, яла жинш до его тронеш. В общем говоря, в кавычках, жинш ардош клиника был бы нас некоторое время. Эцхен вархит чодерса 17. Дела, эта клиника была фундован вар элч изначально. Это сомнение шёлш, сомнение развития, дуй. Дела, эта клиника вахан за иман чалур дук аде хирду за доказательства горду сен алдуй. Эта клиника совах я там абсолютно ничего не увидел. Цау килхум цигенерсун цигадуй. Абсолютно ничего. Хотя я видел там в разных видеороликах, как там люди ножницами огромными блевали, там иголками блевали, чем-то там еще, дуй. Вот эти, например, вот этот Иса Барахоев, по-моему, дуй. Я сейчас говорю на русском, чтобы все поняли, дуй. Иса Барахоев был. Что это? Инстаграм, чувак. Вот у него на странице всякие такие странные эти публикации. Там человек там огромные ножницы как-то вырвал, но это физически невозможно. Ни в коем случае. Там какие-то лезвия вырвал. Ну, это все бред, да, вот такие вещи, они, во-первых, их проглотить невозможно, во-вторых, ты не сможешь их вырвать никак, абсолютно ты их не сможешь вырвать, это раз, а второе, то, что вот я пошел в эту клинику, ни разу за все время, я там, ну, такое продолжительное время работал, ни разу не было такого, чтобы кто-нибудь там ножницы вырвал или еще что-то, ничего такого не было абсолютно, короче. То есть из видео, что я шарлатан, шу духоля, и болх беш бершец, женщина душ. Ну, не все, конечно, но духоля, потому что это закидывают, там Не про то, все, что... конечно. Ну, вообще, албахас, ну, то есть, не все обманывают алвалсу, эти, то, что там, там человек что-то вырвал, там это, то, например, асболбеш, клиника, там не было такого, чтобы кого-то обманывали видео. Да, там готовили какие-то вонючие смеси, которые там нужно было пить, их нужно было пить, они вонючие. И типа ты вырываешь потом сихар, вот это колдовство, ты это вырываешь, типа, попивая эти смеси. А эти смеси, они реально мерзкие. Очень такие, юка елш, густой елш, То есть сбор, куду, дела, эта тема, она, ну, над ней можно там поразмышлять, но истину никто никогда не узнает насчет этого, никто не сможет к истине прийти. Ну, никогда, короче. Определенный, однозначный жоп, однозначного ответа нету на это, алвалса. От клиники бол мелбашбек, джин шьетах суон, например, сох, что выхан хилотик, джин бьюр юк отчуаек, белгой шаек, шарлта ши. Дейл дуа, цахамам дуан ваша сало. سأدنى تيبا سوا اتشوح اتكلينيكا عباش بوي ديلا قدا ميليجي تسيش ناخ برعون سيك تشوح شان اردخ ليش تات قاعدة ويليجي توليشوز باتسانتن هولدر خيشون влюблённые джиндуцин олдер иду любойча олштик идушун любойчин хозишу влюблённый джинду это значит я бессилен все уходите с этой клиники. Никто вам не поможет. Держинш мода, если пинты датуан, сорт Дзержинского до Путини, сорту датуан. Ну, это что, да, цервоша, это что, да, цер. Джин обязательно существует. Джин есть. Кабинет, ясно? Ну что? أحوات رسو تيجا نخشي شو موات رسو. Понял, Ну, в общем Джин говоря... обязательно есть. Он признан даже, Бяхмбич, он признан.
Он находится в солнечном сплетении, рефлекс, чудовищно неизученный глубинный океан. В нас порция Бога безличная, всемогущая, всезнающая океан, он порция индивидуум, джин, я, цари, мы сгорели бы заживо. Биохимия – это электричество плюс кислород. Конечно, он есть, но не им лезть туда, крысам, которые при свете разбегаются, при знаниях. Не им свою харю, тараканю туда сувать. Москва, я в терроры попал, что ли? В общем говоря, суал куду Эсмеешь юхкар цардуй, продавали свои эти вонючие кис, тмин, что там только не было, дуй, оливковое масло, туда там Коран читали и все, дуй, и все, волшебная смесь, короче, выпиваешь и вырываешь. Конечно, ты будешь это вырывать, даже если у тебя ничего нету, дуй. Потому что эти смеси, они осмалы, очень вонючие, дуй. Ну, в общем говоря, эцмеш да ахчдох цар, дешерг ахчдох цар, гор дина посуточно, инзаре, директор уй, инзаре ахчдеш воркатига. Просто, да, он такие бабки там рубил, дуй. Осмалы, он мог человека годами лечить, влюбленный джинду, ардахком лурдати, но чтобы сдерживать, лечить теш, авесхо, я аесхо, или дуй. То есть, ишца шарлатанские движения дать полный рост, в общем говоря. То, что там показывают, эти ножницы, лезвия, вот этот Барахоев, он с Ингушетии, по-моему, это вообще дать, он лгун и шарлатан, дуй. И вообще, пичкуш адам дуй. Не верьте этому, это невозможно. Асмал, я там долгое время работал, ни разу ни у кого не было такого. Если вдруг Албага, если кто-то верит, что кто-то что-то вырывает, вырывали чисто максимум комочки какие-то, и все. А это результат этих жиж, которые им готовили, да? Вот эти смеси. Захазу дети, ты же сам на тему тоже. И Халк, и Сагдючхена, насчет джинов, посылать, их можно посылать там, они... Есть, короче, люди, которые с ними в договоре, они с ними договариваются, и для них какие-то дела делают, люди в мирском мире, и потом те джинны для них кого-то могут убить, там, все такое. Сбоиш, Путин, ويرتع يبقى يستعرضش, короче. Я говорю, и хочу бы ахтам раской, и том сету Путин, дعوة Путин, вариант я сетяешь. Не дعوة, он вообще команде был Путина охранять, специально чинить вот, короче. То как думаешь, вот он так что подготовленный, короче, джинсы был охранять, короче. Каждый уровень вообще процедурщик был, и сам шире на таком уровне, короче. И там лакетсон, и джинсы, и ищи. Пора нам перестать в эту всякую мистику верить. Шаманизм с религией, все это в нашей истории осталось. Они нас конкретно тормознули в развитии, но сейчас нам надо нагонять. Поэтому что-то есть пока мы перестали. Единственное, рыжий изучено те, чтобы это дичь, но больше ничего не верю. Не, сагу алялар. Я не помню, в каком селе цабау юк шейтан бау бохш. Хазиш. Но вати осман бохш какой-то был ордехкан, что-то ламаш. И поймал черта вот так вот. И этот черт там... Короче, он этого черта заставил... Ну, такой бау есть бакала. А мечахаю, и я не помню. Шунхази. В каком-то селе. Уже докшир должен каменеть, не набрал. И вот, да, этот черт ему построил этот бау за одну ночь. Бог, что дует шхаларка, я помню. А вот эти Путин и Женштадт, уж, видимо, действительно сильно. А мы сегодня войско Исы, алейхиссалам, Бог. عيسى برخو واس إكاكراز دقويرس ونقصن تغوير شوكي باك بوش ويلياس ورسو از دو حالا تاجم حالو حقيرة سيدوجين ياس ديلا نا سكورش دو ليزوش وعما يا دو تابق
tieši worksē dužēnā. Hint oilos, vona itukurša, ilēdša wa'atoša, it'ajim lagach, it'ajim yحقدر تي ويتقي عن ليرمو. أنا واسي سرنيتي عشت عشان ماله ميودي تا غيور черный тьмени قاعدة продукцию يوكش. Да. Отсюда комментарий я Зинер Накос, короче. Даже работая в этой клинике, я ему написал комментарий, то, что это неправда, то, что ты шарлатан, ты людей обманываешь. Он мне что-то там ответил, ты что, не веришь в мощь Аллаха, там все такое, дуется. Вот он мне это ответил и меня блокнул, короче, и все. В общем говоря, за этими... Фамилия хуёбнили. Тесла. برخويا وقع غاسقي دشنش ثاني يا إيسا برخويا إنستغرام دا كرورون. Тесла, говори. Если вы слышали, и гипнотизер шлила штык, что они могут это делать только над каким-то процентом населения. То есть, не знаю, 3%, 5% этих легко внушаемых. Теперь гипнотизер, бац, это все, они больше не ходят, не выступают, там где-то, может, в Москве есть, там, по-моему, есть. Но так, это как раньше этого нету. Этот сегмент развлечения для народа исчез. Но и легко внушаемый штамм Ацабахни. Догадайтесь теперь, что с ними делают вот в этих исламских центрах. То есть из них вытаскивают джинны. Если они могут, Алла Пугачевсона, Ишлек, то и джинны имитировать им вообще это, на щелчок пальца. То есть издеваться здесь, бушунов, легко внушаемый. Нахбац, по статистике, по вероятности, то им там, не знаю, через, не знаю, на 5-й, на 6-й раз будет попадаться легко внушаемый человек, а мол, обычно у него голос очень поставленный, это же яш, как у антитеррора, богатый, многозначительный голос хребцем, где более между акустик хрюдик. То есть вот этот фактор будет работать. То есть сейчас раньше легко внушаемыми это на сцене над ними прикалывались, развлекались, то сейчас они, скорее всего, переместились в эту область, где из них вытаскивают джиннов там, разными способами. И не только легко, но и что хербутигах, конечно, не знаю, арбах, сатуалош, они что угодно готовы говорить, но легко внушаемые хербухцам, которые будут уже как бы законно имитировать и джиннов, и прочее. Да. Да и ладно, что внушаемо нахом, братига. Ага, ладошон. А Болбечинайнц, ты вот заметил, статистику проводил, кто в большинстве был, мужское население или женское население? Зудри был. Жима, Бехкай, Бахшеля, там разные возрасты были. То есть, свободен, удалитар. Можно меня один вопрос? Можно меня? Есть политические. 4 категории людей. Собрдеш, есть Да, все. Раньше, в советское время, например, я не помню, чтобы вот эти психологические, я называю их нейрологические, психологические отклонения, ну, мукшал галязна, будешь. Я не помню сама 70-х годов рождения, и я не помню, чтобы раньше мукшу учился психически, он разговаривал, как сейчас вот эти голоса выдавал. А почему так? Это очень много развито сейчас. Пел, как Алла Пугачева. Да. То есть, что его... Не, война ходила, я не знаю, среди русского населения, но я не помню, чтобы так разговаривали, голоса выдавали. Почему это очень сейчас развито? Я знаю, там, до этого другими голосами там говорили. А с война ходила, почему это столь развито, что именно религиозная тематика, выдают они тоже сами, когда ты слушаешь там ролики всякие, или же самих больных. 1400 между на паразич, на всех же нужно работу обеспечить.
Слушайте, да, вот эти 15-10 лет, вот это, или это, не знаю, как это называется, это мода, или же болезнь, это, или волна, это почему Это не поведение мода. психически больных, вот симптомы их, как они себя ведут, почему там есть разница, я не помню, поэтому я говорю, психически больной он был больным как-то, он не выдавал какие-то голоса. Почему сейчас вот эти почему так себя ведут и оборосы? Вот. Стиль почему поменялся? Я, наверное, не видел больных. Ну так Тесла сейчас сказал, по-моему, он объясняет это тем, что сейчас это популяризировалось у нас именно на Кавказе, религиозные убеждения. То есть им же надо работать как-то. Они же должны в сознание людей как-то каким-то образом влиять и проникать. Так вот и пропаганда таким образом и работает. Там, по сути-то, ده такой ديسكو очень глубокий مشروع غاز قيمات Тесла есть Гипнотизеры переместились на работу в Джилшурадо, в центр счастья. Гипнотизеры поменяли свой этот вектор. Профиль. Профиль, да, профиль поменяли. Да, точно. вот я имею в виду поведение больного, что раньше, я не знаю, я не видела больных, поменялось, наверное, и почему стиль вот одинаковый, Джинчудяла, какие-то голоса, у женщин мужские, маловлюбленные. Люди же поменялись, им 24 Может, на 7 это... религиозную 30 лет внушает религиозную пропаганду. Как это они не поменяются? Конечно, поменяются. Да, вот это и есть эгрегор поведения, наверное. Люди ведут себя на волне, как говорится, религиозной тематики, они себя как-то психически свои отклонения выявляют, наверное, в такой форме. Сонха, это мое мнение. Расстройство личности, голж. Нет, это Это фантазия. называется шизофрения. Шизофрения, что, например, ты сам с собой можешь разговаривать. Как будто. Постоянно подвесной забыл, да? Долго если долго этим ты увлекаешься, то мозгу, вот как он работает, ты ему какое-то задание даешь, и он под это дело участок какой-то выделяет, и там формирует новые связи. То есть, если ты будешь постоянно с кем-то там, двойник, что с ним разговаривать, то твой мозг твои желания удовлетворит и создаст какой-то там, естественно, он не может его, ты действительно личность реакции, но какой-то, скажем так, возможно, состоящий так глубоких синапсов, который вот на такие реакции делает, как и дотренировать на искусственный интеллект, будет это твое. И ты почти будешь верить, потому что он даже как бы это независим от тебя, частично такой эффект можно достичь, например, я могу, что у меня немножко есть это писательская шизофрения, что я с разными людьми разговариваю, как будто они действительно разные, и с разными характерами, с разными мыслями. Тесла, ну ты же не вслух это делаешь. Но они-то не могут вслух это делать, в голове, скажем так. Ну, Главное, чтобы они не отвечали, Они законно отвечают, просто я понимаю, что это я генерирую, просто я отрешаюсь как бы от этого. Это как бы, как в телефоне, второе пространство бывает, вот так это, наверное, работает. Если человек вот я иногда увлекается, вполне может, что у него там более реалистично это будет. То есть, вот я, когда наедине, могу заметить, что я говорю наедине сам с собой, вслух, там, минуту могу поговорить, 2 минуты. Это нормально? Является признаком интеллекта, кстати, по последним исследованиям ученых. Люди, которые... Машаллах. Сами собой разговаривать считается одним из признаков развитого аналитического мышления. Значит, со мной все в порядке. Если у меня тоже бывало такое, что я замечала за собой, и у большинства, возможно, людей это, но я все-таки была убеждена в том, что это зависит от такого воздействия, когда ты постоянно один находишься, то есть и как-то под этим воздействием ты,
говоришь это вслух, произносишь, потому что нет какого-то собеседника рядом. Но я замечала такие случаи, когда, вот, допустим, я просто шла по какому-то там торговому центру и вдруг там вслух что-то произнося, выбирала что-то. Так что, ну, думаю, теперь я поняла. Это... Мы с тобой шизофреники. Да-да-да. Я понял. Это нормально. Тесла, Я не одна. 28 июля. Тесла, а ты не допускаешь, что эти ученые, в кавычках, не хотят, чтобы у них было конкуренции, как врачи? Абсолютно нет. Само нету такого центра, откуда все это рулится, как католическая церковь. Поэтому и не может быть какой-то воли одной за этим делом. То есть наука в разных местах еще. Под разными этими крышами, под разными грантами, под разными людьми. То есть нельзя их как бы... Это какой-то есть, конечно, Нобелевский, например, премии, авторитет. Только дали Нобелевскую премию, все, ты там под любые можешь этот фирму устроиться, любые эти университетах, ты там почетный этот. Но так она делается в разных этих. И наука разная, наука есть фундаментальная, скажем так, где ты можешь много бла-бла, там не нужно пустой математикой и упражняться, и там еще и премии получать. Или техническая, практическая наука. Здесь ты уже вообще жуличить и вообще ищаться. Потому что либо то, что ты создаешь, устройство работает, либо оно не работает. Да, оно почти работает, или, короче, то я видел, как оно работает, то есть эти запросы этих сильных мира сего, и ты должен им этот работающий девайс предоставить, им это в качестве доказательства. Твоим словам или убеждениям, или там им верить не будут. То есть наука тоже это не что-то одно, а вещь, которая на множество разных вещей разбитая. Tanrı internet Дела. Gucci şurada ya hodinen çaduk adam taşıya konuş qalıl duk komanda ya. Детализируя. إذا ويراي كليف بورتون يعو سمسغا يعني كي نخشي محت بيس حارش يسوند إغل تعيز دواتي يشي قميل دلعدوي سو نخشي محت خاون قجوع سونا قيتم بنا سليشكي چو بيخكن دوي اشتا ناخ بوخو چو نخشي محت سغيش بوخش دوي سو قيت وينا سوندا قجوع نخشي محت سغيش بوخ ناخن دا قيتي تردوح أس أرسمت دا قميل دو سون قميل مايه أي ترك مايه أي ترك مايه سون هاليشكي وولي ليشكي چو وولي ديسا Чечен, хайн личку чахом я вот лички чур даацан. Вот лички чур даа. Хона базар мы, хозях шубоуша переругиваться, да ишь маят. Хайн любой чу лички чахом я зи. Пос лички чу либо даязи, либо блокануть твой, короче, хайн. ماكش دو تسلا قالك دو تسا проблемات أما شاهدشو ما يازينا سوي Это же как бы, слушай, духа, мы будем суна, я идёт личком, يحاورزان بوغر بليشكي چو ولاسون يحاورزان باش يتحسون شو قيسلو شو قواتر بليشكي چو ولاسون حميلو حنيك كويو حنيك Тесла, контролировать, перепалки. И нахцакарош, кельвисесо, и шмюш буцауш. Вот говорят, там Гитлер никогда не пил алкоголь вообще в жизни. Вот есть люди, которым он не помешал бы, хотя его нельзя пить. Недавно была мысль высказана хорошая, что пора завязывать нам с этими темами про джинов и всего. Под каждым словом подписываюсь, никому не в обиду, но на самом деле просто подумайте, мир уже
с технологиями шагает вперед, и не эти искусственные интеллекты в космос летает, а мы ночью обсуждаем джинов, вот насколько все-таки изуродовала нас российская политика, как сильно отбросили назад. Вот такое ощущение, что поезд цивилизации куда-то уехал далеко, а мы на перроне остались, вслед ему машем и говорим о каких-то древностях. Немного обидно. Не знаю, может быть, я не так высказал. Что-то есть в этом, мне кажется. Я чуть было не вернулся в Бонн. Машалла, машалла. Машалла, Хаймерс. Антитеррор Junior, младший он. Антитеррор младший, машалла. Хавистон мага докучу. Тема о сверхъестественном, это как раз его поле деятельности. И старшего сразу хвост кучу младшего. Давай сверх хочу, хамялело доказательство, что сообщает два, что ашу кладешь. То есть мы тебя случайно чуть-чуть не вернули в обратно. 100%. Да, я тоже, короче. Духом юштала. Кстати, еще один интересный момент. Хотите? Давай, только в рамках. Только хай хилол البراكشة على تاثر صديقنا. И будет я. Иди, целовался. Секунду. Про Бурака можно, про Аль нельзя? Это не про Бурака. Это знаешь про что? Я сейчас покажу, откуда готовили. Читаю я тут, в общем, продолжение египетской темы. Папирусы Ани, Анубис и так далее. Иду. И это статья, в общем, вот это, российского Андрея Зубова, ученого. Собрание, в общем, его переводчиков. И, в общем, тут дальше читаю я. И главное, конечно, это сами так называемые анастатические гимны. Я напомню, что анастасис – это по-гречески воскресение или восстановление прежнего состояния, восхождение к прежнему состоянию. Ана означает поднятие вверх, ката – спуститься вниз. Так вот, анастатические гимны говорят о воскресении тела, это о воскресении в Египте. То есть Анна тут, это не я писал, это вот этот ученый Андрей Зубов пишет, объясняя вот это тело, мумификации и так далее, что Анна означает поднятие вверх. У нас Анна это и есть вверх. Небо. Это кел, наш на кемаду вниз. Кели келахи. На ка. Да, ката. Спускание вниз. Гласные, неизвестно, как они произносятся. Да. Дождь, да, тебя больше, Анна, сон вы ночь мата, ахер дождь, да, саму олш, шон хази. Это старое слово, которое редко используется. Очень старое и самое важное, но, слава богу, мы его можем найти в официальных переводчиках и литературах в двух словах. Анаист. Да, последних вот этих переводчиков в интернете, также на официальной чеченской, вот этой, переводчик чеченско-русский. Анаист. Горизонт. Типа то, что посмотрел ты, самая последняя точка, которая охватывает твой глаз. Но выше стыгала ангел,
мана, ан, корень, там он во всех, то есть то, что наш товарищ антитеррор говорит, что вавилонская цивилизация прародитель всех языков, это правда. Не, это не Вавилон, это до Вавилона 3000 лет до нашей эры. Вавилон это, ну, это еще позже. Это папирусы египетские. И шумерские до Вавилона 5000 лет еще. Вавилон это уже там семиты, персы, иранцы, когда уже арийцы, индоевропейцы сделали круг через Индию. И вернулись, и там все перемешались в Вавилоне. Харч Элстагву я вижу, но вообще доктор Франкенштейн, антитеррор, который холодные, бледные трупы оживляет. У него там, он объясняет даже все общее, все намного глубже и умнее, чем вам втирают. Те группы, что опасные, Кучуатович, Бяхмбила, Саваш, у вас золото выше платина. У вас для ходячих теплых чеченцев вы золото $60 сегодня стоите, евро. Еще курс гораздо выше ее. А он доктор Франкенштейн для специальных случаев. А вы для ходячих теплых чеченцев. Еще курс гораздо выше ее. Да и лозор, но я не буду примеры приводить. Много людей, кто мне про вас рассказывал. Благодаря вам они отрезвели. Вы гораздо эффективнее него. Все. Купил. Это все. Суеверием. Интересная информация. Так, возвращаемся к нашим баранам. Стоило, да? Все вернулись, стоило. Büyüstek oluşu, marşı dolu, vayuzun değil. Şu new cash, say what I did, well, şu cash son hasbiyetsin. Devre eskuş. Marş oğul hoş. Marş oğul. Lela, qenter doluşsun, просто связи на главце делерсун. Бэх мобилыш. Да, чечен, чо дугдоудо ал, чо. Sayır. Lela, вообще доуца дина сын хайм цара ал мечагина идоу. Не, så hal şu elçi sanna wa sanin sa du şu hinsa sa du şu. И qeç efir çadır воша. Давайте с воспоминанием легенд выстрелит. Üstek oluşu sahome ders soperi bevatse mashalel jinne mirila wash koyeriye boz bu anchal suna waytsa aznaniye sana de jadid yajin halat yajin huyu tsaga tanden yesuna tsaga yeswach odiyash shan tsaga ye boz bu anchal hit halqa ets khamer swat chwa ibaq that so ничего да yakandero. إذا تخنا هر جروب بوليتي سيدك ودولش سو خرط ولا خرط أبغ ولا شيء فوردوشون هر политический группе области фантазии группят хоть واحد تخنا أوزابش كنا ودو وردو гипноз и هم наждемно всем все ясно и хую и шел пел кто хочет в это верит кто не хочет в это не верит а у освободить столько времени эрнда я хотел Ой, тысячами, ой, цах, я проблем шлять, ой, дудить, шорт, ой, политический, сум примерно, группа, сум примерно, надежда, а может быть, почерната, алхбол, яхбол, стахам примерно, почвахся, цедицер, дуква, наш терса, дык, аляче, فقومني уже ладюк, сказки, ладюк, уже шикосахтаю, хит цахум царя, багдацер, ивой. Так, и он где-то зачем хахличь, я понимаю, чем приготовим, то он так знания, цацум лиц. Я джинга, я бозбу, кто хочет в это верить, кто не хочет, не верит. Идут сега, так все. Политическая группа Эрдейла, Паймардаш, Уайкам Дюч, Уайком Лазамбюч, Хар запись, дахеща, Исак Окунгладу, Уайдуак Догарdoш, Хумди Цараш, Бокала, области фантазица, 40 час, да, дича, Хума Дацер. Сбокала богшу, вой только, вой кам, вой бел, вой хундуй,
в области фантазии долом жим дичь, что массана хилани объяснимо, умнашка вахидек хилани, но никак не объяснишь это. Жух план деген. Во-первых, в Инзере есть проблемы. 1400 между где исламские медицины им уже 15-20 лет джинш халдоушму. То есть у вас чудовищные проблемы. Именно политическая, наша национальная, со всех сторон Инзере есть проблемы. Медицинская, кстати. Медицина – это важная часть политики. Здравоохранение – это важная часть политики. То есть, а тут у нас настоящий медицин, ее в зачаточном состоянии, имитация самую, и вместо них у нас типа исламская медицина. То есть и проблем игнорировать ебага, тут это очень государственное дело. Это супер государственное дело, это касающееся жизни и здоровья граждан. То есть срочно и джинский тем разоблачить 24/7, 100 каналов, 100 сагахайн, дина буйса ити штиемеры, пока это не исчезнет. То есть пока последний изгонятель джинов не будет изгнан с нашей территории, очуите широко. То есть, слишком ты очень это поверхностно так, чудовищную проблему чеченской нации в данный момент. Упрощенно подошел. Да, там красо так пнул его ногой, как будто это никакого значения не играет. Возьми Грузию, возьми Осетию, даже в составе России. Там есть медицина по изгнанию жинов. Может, она есть, я не знаю, в Армении, может, еще там, не знаю, где-то есть. Нету там этого. Почему она есть? Потому что мы о ней ничего не говорим. Особенно, что если мы не будем о ней говорить, она так и дальше будет существовать. Это проблема джиннов у нас. То есть, это важная тема. Просто такие, очень неправ. Извини, это мое мнение, Леген. Нам, кстати. Насчет вот это Жинш РДА, да? Вот, интересно, Лукас, действительно. Дико ХР-2. Там хречь группки Директору клиники, директору Догон, Ибраим. Клиники, чуавал, директор, вари. Верховный главнокомандующий. Не, верховный главнокомандующий, команды Шликова выполняет ОЦР или пехотинцы. Потому что... Не, ночью клиникин 1500 междигден. Сучу шаул поп дрессировать от клиник шуахаин. Сучу жинш РДР командел. Вахи инчуабо гликвода диесер или же от пехотинчего гликвода диесер жинш. Вот из двух вопросов. Самое главное, худухан Ибраим Зига. Что жинш изгонять еще кабинет ясно, что да то он канал пьянты то он зижинский чин сурду. Вукал, зачем сурд Путин, сурду. Вот теперь ты можешь определиться. Ну и Сталин бюрство, видимо, клюшчу, вторую Сталин бюрсти, чесноки, серебряный пулешу. Ла эрде делаешь, Да, Ибраим. А каждый раз Мелдо, да, реплик, хавнисти, меллио. Страшно приход кайцун, да, кайцун. Не, вил, да, сказать, бунчур эрвел, не гадать полностью, но что просто уэля есть, мо функционирует. И контора, я понял, что это за контора, там, Дзержинский, Сурти, Путин и Сурдатуан. Не, юас, она вот Датуан, Дзержинский, портрет, Лука, вот Датуан, Путин и Сурду. Фотография. Ибраим, остаюртарсана, остубарган, жинчудел, болезнуш, убош, дайсидуаш, ворез, так, чудел жиндолше, Хамичердиендо, Хамудиендо, Мошоду Абош, Хеттер, Стоксайса, стандарт. Ше Саудиердинадо, Ше Шварт Дехкандо, Шупача Ахмад Кадыра Вари, и Тходолчи, Ше Визитяр,
أسبوع البون ويلا جن دقوني قميل داشتك يفيزيتي على سعودسكي أرابي وين شغلنا كيم دواتن سونس حدا يحكم دوبوش قميل دوركم судите сами. Tesla характер, душа Tesla, хинти жинштат. Ушан, например, хинти нахчи муат бюцатер, ОРДЛ чуть-чуть туда-сюда бушт, ты хума ешь. Юруку хадует леташа, короче, что лелар дать вош. Хинти нахчи муат. Чеченского проходили баха? И баси, нахчи муат, хинти. И женщ нахчи, уж именно нахчи, как бы скопление ютер, ну, чучуа, короче, проживает дешь. Индийский чуаду, или же ему Google Translate, сразу как бы мозг чувал, надо учаться, как бы конвертировать дешь, выдавать, как вот это, с научной точки зрения. Очень Ногти чуал. Вы можете халбу джинжики бить службу, если это какие-то пакистанские или там какие-то джины. Проблемно. Возможно, твоя теория, что он на лету использует ресурсы мозга того, с кого он селился, и на лету-то переводишь, может, их идут сидят. Только мы можем догадываться. Значит, у нас как бы есть этот потенциал, да, в мозге, вот это транслиты онлайн. Только мы могли бы как бы сами освоить и запустить. Ibrahim Dindo. Tessa, Ibrahim Dindo hatta čo khazdo s точки зрения науки объяснить день джиннов. Из модер короче, камел дешхен عن зучун Коран шворсо. Так она начала рассказывать, короче, борщ, то есть зучун чуа исключительно борщ джиншхол, что он в 99% случаев зучун чуа борщ джинхол, что влюбленный хол, что обязательно. Сейчас. Так вот. Подожди. Если теперь половой признак, что борщи все джиншхольч, значит, у них и дети должны быть, да? Да. И момент объяснить. Берджин чудес, они ери случаи зафиксировал. Яр до гаюса ял, это чух, короче, гаюса ял, короче. Несколько дней одна женщина ходила с этим животом, и вдруг этот живот, как бы в один момент ей стало плохо, она упала в обморок, у нее какие-то... Сам процесс начался, а сбьются да, в процессе, но потом ее живот раздулся, и это назвали, типа, как будто бы от джинна родился ребенок, короче, невидимый. Внутри этого я работал, дуй. Я знаю это. Вот как раз характер. Вот если остались у тебя какие-то контакты, ну или может ты уже встречался с этим, вот джинша, система, как бы теперь цивилизация, алгою бах, вайчул технологии, короче, летающие тарелки, а у них есть вот это таможенный контроль, там паспортный контроль, короче, что. Виза саудовская. Да, виза. Партийная принадлежность. Максимально. Почему вот этот вот мулла, там, например, какой-то пехотинец, да, там, нормально считает, съеду мамбалш офицерский, почему он не задаст вопрос технологии, уже продвинутый мою, чтобы как-то перенять это хиту. А ишь он дать прям хотя бы, вот у нас сердце волосы, да, нормально, что развивается, да, что раз халят, согун терин, ходить шай, короче, транспортная система, муюши там, государственное устройство, муюши, технологии, продвинутых. И цадока, хотя бы цуна, по идее, царь, да. При любом раскладе, Бяхм Беласоваш, при любом раскладе, как евреи, надо считать. Все национальные, да любые достижения через мать передаются. Любой мужчина на 98% женщина. То есть лучше даже это не знать. XY хромосома 23 заключительная половая. Мужчина это раб силовой, сильный человек, раб женщины. Ну ладно, лучше про это даже не знать. Но кто из чего ребра создан, это еще нужно с кефирами поговорить. Они лучше нас разбираются.
Там своя зона покрытия бывает, там, когда азан, они, короче, на расстоянии удаляются, чтобы не слышать азан и не свидетельствовать день суда, что именно в тот день, в такой-то час был призыв, и что они слышали, и зачастую они вселяются в спящего человека. Больше никогда не буду спать. Вас вообще не сплю. Estağfurullah. Ладос. Саган. Сами спят. Sabırlaş, merhabatta, hul штуцер. И чё, Мархебата, Олиас, Ибраим, многие не понимают. Ама мархебата, дадюхш дерш, ну вот эти дохпы шейтнаш, и что дадюхш дерш. А вот обычных джиннов, как бы, или там мелких джиннов, там мелкие, малые грехи, и шлетуют, что женщина даться дюхку. Вот именно дехкет ино шлетуют, что женщину дадюхку дерш. Sabırda, абу не осязин, эй, дуизя, меча, как это, меча делают, непонятно. Меча аязин. Абу не да? Не, Хадис. зритель, эй, абу не ос, эй, дуили, Хадис, дарис, он даг двох, достоверно хадис, канал часун, гиндери, но я сейчас не знаю. Дел, да, им раз бадега. Но нас учили, клиника, нас учили этим хадисом, цац объяснять, дэш, PDF файл наш дуй, это дуйш. В общем говоря, короче, достоверно, дорогой. Учебный материал подготовили. Албанец, подтвердит. Действительно, вот можно было бы задать несколько вопросов. Например, интересно, да, какие компьютеры там у джиннов. Максимально ширкая джинна, шаб пайгамбар алейхиссалату вассалам элэрцо, эт zaman чаша дюнен чудала, короче, эт хена дюн шадех, что шен гина ушен, сахабач гина шен табиин гина табиун гина. Шен ша бол инах гина, эт хен шадех, что хен сатака шен 3000 один, почти 1500 лет тубарк, слушай, дуй. Ну, вот так разбалтывали меня. Işte хулите, вирус, там, разные, хуй из там, İxat, çəqi yersə badək gəlç, İbrahim onu gəlç, tayku olur, etsi direktoru duydu. инфекционные заболевания, что как они с ними борются. Инсан хайқылды, Да, как они, например, حاجة корона за 5 секунд они могли бы победить, да, со своими технологиями. Почему это у них не спросить, да, Pfizer كيف يشكوش. Лучше جنس أقول حالات هذول هذا دقيقة حديث короче. Она чур эра модель, он просто нормально, короче, вакцина хаится, ну и сататем шин дебил, что хотя бы иш туман использовать себе. Тойк директору olur, хаян. Царс камелш, маде olur, цар головах olur, цар куфар чуви горвоха. Царс камелш, садеш, урандеш, и все. А я как дурак с ними разговаривал, негаду и понемногу, и все. Сонде, бунчур эрвах, сабижен. Бунчур эрвах, дацу, а не хуал. Дейл дох багдушуни, дейл дох. بس اتعبول بينا شو نخزبوق الله ديل دع بنا تيش عتيش دوشو В эфире пригласить. ايردروما الانسان كلينيكي شو عدر شنو اتعبول بينا شو ناس Пригласить, знаешь? И контакт. Симулятор. Симулятор борьбы. Веришь у тебя? Свободный сахатор до Тесла гипотетически можно, например, какой-то ну и Лансарча, борубин бат. Свободный харстер набит. И хуюис, и чудо дарите, чтобы уже и что
управлять. Dabadi harcoju Такой, да? čuboš, cēš makal. Робот чудил дюльдах, вообще палбушу. Просто он был уж мовозу чаша милвег. Добрый брем, стал щидош. Если чичен, что тебя тренировочный центр, ери, симулятор ёлш по извлечению жина, имитации ешь там, компьютерная игра, например, извлеки жина бош, GTA сanaha, жин штат дош, лила ельшишца. PDF-файл, учебный материал, что Хельч там, наверное, за 15 лет дик продвинулись уже компьютерные софта для борьбы с этими. На технический уровень ваттен хеллизм. По-моему, обогнали, оказывается, всех, да? по-моему, от кефир все-таки цешется. Заедать этим, дебилш пока. Оранж, вещи, аща, кефир уже. Разно, Джеймс Уэбби, цати о, риши, ушварчу. Кто будет? Ибрем, сахата أهلا ديتا. سر يا إلت أغنت إيلات سها هدول. То есть جين وين كنا تشاغرت سندو تشاغرت دولش روش كمين كبي. دو باه صاگی هوی زیر مجی دادیش مرتی. أهلا سر شو ديريكتور حمزة تيرون إن ستيشن نورمально دوي شقيقة. Говоря. أهلا سر شو ديريكتور حمزة تيرون يلا هويرتن فاميليا هم بس نوع دويترش, например, научно هم цадуют, что жинит стащит конкретно. Почему? Хамить шарду, хунадинак, хамаш шарду, их эхтнак, а нельзя спросить у них, что там, что ел наук. Основной теории, хуюшу, короче, там, например, Вселенной. просто цан كفر شو تقو خيرا بوقيته إبراهيم كفر شو تقو روتر أباسن دوسا قمالده Насчет науки Тесла чужин дальше цинхвата дуэ. Цинху уду теории вероятности уду. Короче, наладить езу, юх, короче, эфирет, аккуратно, юх эфире. А можно кого-нибудь потенциально, чье-то тело, чье-то тело использовать для потенциального вот этого, чтобы чуть-чуть хадает. До привидения кино Генейшн, привидение, да, до 80-х годов. Там еще диалог, что чудовище, все. Ищет хотя бы там нормально, на поставить. Дик эфир, хорошо, подписчик, лукай барку, чё. صديلا دنيا غويل خيك برق حو هنا قاعدين جينش أردو شوية هنا قاعدين حيخم بشوية جون بروست دوي صوتني تيسة شو подписчик خير ورقم دات ديل مديت يوم شتانجين شات حيالك دوخ شو دون ديل دوحسون инстаграм شو يقين Людей наказывать надо. Этих людей наказывать и судом преследовать надо будет. Отцел, короче, нахрен издеваться дешь. Сан дежда и лечить то альбель мелдук нахер будет. Это настоящие убийцы. ديل دوح تاهم دويتا سكورت كديت حوش سمخ الله شو ريز دلاح В общем говоря, это клиники чувахтак антвор о по симптомам дагушдар то, что у этого парня ну села вохка вари дуй такоди еще вохка антвори села цуна шизофрения ю дагушдар давич лача таамш ту сараян ютурцо цахуни адин малик ютурцо цаю чума цаю ютурцо дуй чахуни адин ию вожу ию бокш В общем говоря, гуш да гуш дерцен шизофрения юй. Тацу нана ерцунца эц клиника адуй. Эц нене хэч дахт эц кантон мухил. Со хубар хэйшун. Ша изначально там дадол дел ча психбольница давела бахер. Эц психбольница то ли 6-й, то ли 8-й этаж дер. Чу их кан.
Позвоночник ерцун, да гушляч, дует футбол, да ехч. Позвоночник, кгелюсун, бук хаузен буй, эстер вахкет. وحقت اتنان سوبر شا психбольница довела Барри, он оттуда прыгнул, она его забрала, и привезла туда, из клиники. И как бы у нее была надежда, то, что его вылечат в этой клинике, В общем говоря, заболевание, и мучат, из клиника, да, постоянно Коран дышь. Коран дышится, приходит шлюзер, ха-ха-ха, Раян, ха-ха-ха, мы один, эршуш, разный. Это эршусон, да гайсер, самое, дуисер, дагца йохсон. В общем говоря, максимум и реакции рахцун хулш. Это вдруг царастули мехтуагари, шайнейна камел дорцо, лелашен воду, шен годе оле. И он вдруг снова как будто бы растворялся. Того вырки рассоли. Это там же хумш дырксига. Я психичка, головехна цагасун, я недолечили цагасун, дуй. И что мшдухсига, да? Чё, необъяснимо, что изначально элэр. Это нельзя, окончательно выяснить, посмотреть, И что мдух? عندي 3000 лет иногда مثلا очень хефтич там ночи истории, иштум بسينت короче قرآن دويشون ناسخ نوچي короче истории шумер شخ من هوا خوريچ إيش خدام بتاع Тодела, Ибраим, минзол, илм далар сөйга. Дер далар, асмадукун гуйтырдыр, гайонцак, дел да гуйтырдыр. Асразы блочат дирмадар ижинш. Югатик балвага чудартева. ديلا ديكاندر Хинз, дач га иял клиник, но вож клиник, бол бешуй гайсон, это перекрестка. Получается, у них конкуренция там, да? Это соседь, это клиники соседь будет, не рука открытинери. Это улучшить, корж, оч, постоянно жаловаться, ешь. Вроде бы, тачага, кидуй. Но там еще какие-то, по-моему, нарушения были, но я не помню, какие именно, дуй. Чечен, Ну, в общем говоря, сахам душун. Это клиника, дуй. Просто, да, зуд ехита вахарватерсо, ешехита вахарватерсо, дуй. Самый порядочный клиник, но со вахарватер это ишбахит. Потому что я знаю, что там творилось. Просто там один раз произошел такой случай, резонансный именно в этой клинике, да. Просто, там шин бэхум дари, но все-таки, вахарватер, да, Конкурирующая фирма сделала подставу, да? Бях, на, бутик, буин зацек, сейчас, Муха? Инза боуш буй, на, бутик, зудри биг бях. Будер, дербу. Будер. Совахарватер, хинц. As هم عدتنا سوق مسار خطر للاج مو эrdutha прибыльно هم ду ахундитна оле хвцо дуи. Я не хочу этим бредом заниматься, да. Но ту Коран дища это аудулелю загоуш ёца цацол цаяуну цаца хунда. Реально цахам ду багде багде цахам ду as психологи именно я сразу чувствую фальшь. И сколько бы я там не читал этим людям, я чувствовал этот фальшь, что этот человек притворяется. Этот человек притворяется, дуй. Каждый почти. А у других были реально у которого реально была шизофрения, у некоторых реально она была, либо притворялись.
Видать, они что-то натворили. Там дин хиллацарду. И чтобы их там не убили, не избили, там не изгнали, сейчас жинду ала. Чечен, вот Чечен. Дешан Дит сутерлате. Свобода, юка махишни. وبارا بافي هدي بارا Притворяться, да, губан, чечен, ицел, чего Ну, притворяться, дерин, сам далья, сам деш гуч, например, алдашин, представь, ю, то сам дина, сахашто, дёхнак динацо. Ахше цеяит, яшен цеяит, цеяит, яшана каза цеяит, худа десо. Жинду алдеск, لا بوش عبرتو رات سقدش تعبيت تقلوش تعموحش حيوش صونا بعدك جاش ديل دوح ايوه قرات اتزوجون دوي صون دك دوغ ينسى صون تقه دوي ات كلينيك عديل دوح سجيما ورس واحد يلون صون تقه تيري دوي يهتشري صون صون يدي صردات صون ديل دوح Ну, в общем говоря, Асамборг, это все бред, дуй. Не надо своих людей туда отправлять. И ждать, не надо. И пал бушун, сочехку элашун тигахбул. Инзари ахш душун тигахбул нахан духш. Посуточно. حديث شو интересно, ду, да, изам интересно, ду. Не. Нет, фершиц нагардаться, но зарплата, حديث, ничего важного, ду. Конкурирующая фирма крыша оказалась сильнее, получается, да? Через дорогу. Meldu tev čas. ليلدا إبراهيم أسينز ألا دوي إتخين على سوير هيك شدول يديك حلق دوي سوير هيك شدر إتخين سون هينز دو زباش سا جوق أسلوش ما دوي سندل سا مو غير دو أسينز ألا داجي إتخين على زربلاتشن ساتوسو دش خير دحت. Мы привяжем к курсу доллара, халал Мегардон. Даже любой человек, от которого зависит массовое убийство женщин, детей, он думает, да лучше я продам, чем другой. Я же бубочка.